Всем привет, друзья! Да, за моей спиной находится трасса, и вы скоро поймете почему. Герой этого выпуска – двукратный чемпион НТА, капитан вашей любимой команды, и прямо сейчас он отправляется в свой долгожданный, заслуженный отпуск. Поехали! Друзья, что происходит? Мы везем Ярослава Найденова за город, далеко за город, для того, чтобы дышать свежим воздухом, восстанавливать режим, вкусно, полезно есть, возможно, даже погуляем пешочком. Да. И какая-то трудовая нагрузка, какое-то разведение костра, какое-то нарезание салатов, какие-то настольные игры. Ну, какие-то движения, активности. Какие-то потому что я активности, вообще не двигаюсь вот дома, я вообще ничего не делаю. Мне казалось, что мне этого хочется, но на самом деле это все фигня. Это все только ухудшает какое-то и ментальное состояние, и тем более физическое. Вот, поэтому да, вы вытащили меня из берлоги. Ну все. У меня хорошее предчувствие, я думаю, что эти несколько дней пройдут потрясающе. Да, по-любому. До того анонса, который уже вышел, ты неоднократно говорил, что точно 99% возьмешь перерыв, уйдешь в отпуск. Это про усталость или вот про что? Почему ты решил для себя, что пора? Да я как будто решил это еще год назад, а задумываться начал, наверное, еще года 2 назад. Вот так. Но, собственно, как я уже где-то говорил, да, что год назад я узнал о том, что у меня тиммейты там собираются взять перерыв до Нового года. Плюс, я понимал, что будут новые игроки. И мне показалось это интересной возможностью поиграть с новыми людьми, как-то посмотреть на себя немножко в новом амплуа. И я решил такой, найду себе силы этим еще позаниматься. И соответственно, никакого отпуска я не брал. Ну, то есть никто себя не уговаривал, что нет, Ярик, давай, наверное, все-таки не уходи в отпуск, еще поиграешь. Ты сам это решил? Точно прям не помню как, но скорее, да, конечно, сам. То есть я помню, как мы с Димоном Корбаном обсуждали. Он мне говорил что там ребята уходят, все дела. И просто дал мне время подумать, решить самому, что я хочу. Я не знаю, пару дней поразмышлял, и все, и решил, что, хочется попробовать. А ты не обсуждал это с Мирой, с Ильей? Потому что я прекрасно помню, перед тем, как Илья и Мира пошли в отпуск, решили, что да, им тоже нужен перерыв, они точно говорили, что, Ярику стопудово надо идти в отпуск, но он, наверное, не пойдет. Но мы, считаем, что это, не очень хорошая идея, ему бы отдохнуть. И я сама помню, что ты на тот момент не пошел на этот перерыв, хотя у вас был абсолютно нон-стоп, и вы, получается, с Дэном и с Магой... Нет, Мага все-таки тоже сходил в отпуск. Мага и Илюха. И Вы Мира. с Дэном, получается, вообще нон-стопом херачили. Да, получается так. Я, получается, вообще на протяжении 5 лет Team Spirit без перерыва ни одного турнира вообще не пропустил. Я вообще не помню, что на самом деле, чтобы я хоть один турнир пропустил по каким-то причинам. Ты в коляске ездил. Да, я даже в коляске ездил, но турнир, не пропустил при этом все равно. Сейчас на дистанции можешь сказать, что это было не очень грамотное решение, стоило сходить в отпуск? Может быть, что-то это поменяло, или что-то повлияло? Да я в целом никогда не жалею ни о чем. Мне кажется, это не особо профитно. Это в любом случае какой-то опыт, какие-то выводы сделал, какие-то эмоции получил. Да на самом деле классно было. Особенно этот именно период с новыми игроками. У нас же еще и тренер отсутствовал. То есть я на себя еще где-то чуть больше обязанностей взял. Потом с другим тренером какой-то небольшой период поработали. Да не, на самом деле мне понравился тот период. Было, я помню, тяжело именно как раз, когда вернулись ребята, и мы там отыграли фиссуру, и я там еще как раз тоже как-то создалось впечатление на фоне во влогов и прочего, что я там что-то устал. Отчасти так и было, и я это прям тоже осознавал. Но этот период, пока не вернулись ребята, на самом деле вообще там точно ни о чем не жалею, мне нравилось, интересно было. Конечно, были, да, опять же, какие-то непростые периоды, трудности. То есть эта фиссура была, да, после Нового года, там, первый турнир, на нем я прям чувствовал, что как-то немножко подустал. Потом был небольшой перерыв, и потом была Дримлига, которую нам удалось выиграть. И все, а там уже снова пошло-поехало, турниры один за одним, без остановки. Короче, вообще не жалею. А решение об отпуске в этот раз, оно тебе тяжело далось, или ты просто понял, что пора? Да я думаю, я понял, что пора еще год назад, на самом деле. Но говорю, такая возможность подвернулась, я решил ее не упускать. Поэтому я еще, наверное, тогда уже понимал, что окей, этот год, все, после него я по-любому беру перерыв. На какой срок еще не знал, не определился. Я уже скорее определился
перед рядом. Руководство обозначило нам такую ситуацию, что вот так вот. И так, ребят, не хотим оказаться вновь в ситуации, где такие игроки говорят, вот, все, я хочу там взять отпуск вот настолько, я хочу настолько, и они как бы окажутся заложниками ситуации. Вот. И поэтому нас попросили прям заранее дать свое мнение, кто как хочет проводить свое время после интернешнл. И уже тогда, собственно, да, подумал и вот решил взять отпуск. Ну, уверенно уже, что все, вот Риад Инт отыгрываем и точно перерывчик беру. Ну вот технически ты в отпуске с конца инта. Ну, по факту, да. Чем ты занимался до сегодняшнего дня? Да, блин, на самом деле ничем прям конкретным я не занимался. Ебланил? Дома? Ну, прям отдал свою жизнь во власть хаоса, я бы так сказал. И полному отсутствию стабильности и без контроля. Ебланил. Да, определенно можно так сказать. Да даже на самом деле ебланил как-то некачественно, если честно. Я надеюсь, наша поездка на пользу пойдет. Определенно. Я сам для себя так решил. То есть мы же запланировали это интервью, и вот до текущего момента весь мой распорядок дня — это проснуться, понебланить, посидеть за компом, что-то посмотреть, что-то позалипать, поубивать время, самозакапывать себя где-то в мыслях, но как хочется. Это какой-то более-менее стабильный режим сна, это, не знаю, засыпать там где-нибудь. Ну, мне казалось всегда, что в час оптимально, в 12 идеально. Идеально. Вот, хотя бы. То есть в 11 я не верю, что у меня получится как минимум в ближайшие там года так. Когда ты спать. последний раз ложился спать в 11? А я помню, кстати, был период, это был турнир в Китае, а там же турнир был какой? Ну, прям в этих домиках, на свежем воздухе, в Олимпийской горах, деревне. Да, в Олимпийской деревне. Вся вот эта атмосфера на меня как-то так прям благополучно повлияла. И я помню, что когда я с турнира вернулся, мы вернулись поздно, ну, там, часов 11-12, что-то такое, около того. И мне, я уже чувствовал себя очень уставшим, и реально пошел спать там, в час, в 2. И проснулся в 9 где-то утра, и реально бодрым. И я реально проснулся, я думаю, блин, а хочется встать. Вот хочется прям, не хочется лежать. Мне вот хочется встать и пойти что-то делать. Я прям почувствовал некое такое перерождение, как вот свое. В тот же день, когда я проснулся в 9, я потом вечером тоже, у нас был небольшой перерыв от Dota, и я, собственно, было свободное время, и я такой, что-то уже ближе к вечеру, не знаю, там в 10, в 11, я думаю, блин, а я уже чувствую себя реально уставшим, и что-то хочется пойти спать. И реально пойду-ка я спать. И вот, мне кажется, вот тогда я пошел спать реально в 11 или в 12 и уснул опять. И вот так продержалось дня 3, пока я не начал в доту играть. Ярик, сегодня в 11 часов вечера отправлю тебя спать, пожалуй. Ну что, вот мы и доехали до нашей локации. Уже успело, честно, похолодать, потемнеть. Мы переоделись, утеплились. Это гамак, это Дунай, а это точно не реклама лучшего боевого пропуска Пари-пас. Играй в доту или КС, попутно выполняя задания из Пари-паса. Получай за это пари, коины и обменивай их на топовые скины и другие призы. Заходи по ссылочке в первом закрепленном комментарии, активируй мое задание, а также многие другие. И фарми скины за то, что просто играешь. Че, Женек, как вообще мяско жарится? Конечно, жарится. Куда же оно денется? Обожаю это дело. Блин, давно не жарили, да, на самом деле, так вообще ничего? Когда вот последний раз жарил? Ну, прям жарил. Ну, конечно. А ее не помню. Мне кажется, Я не помню. году. А, нет, в отпуске, Жень. Жарили в отпуске. Ой, нифига, что-то солнце, Вот, что ли, зашло? да, чё, блин, да, это мы так долго жарим, офигеть. Ты чувствуешь, вот так пахнет отпуск? Да не, это вайби, конечно. Доставка Игромейстера. Погнали. Опа, Как-то вам сюда, вот давайте. его. Первая такая хорошо пошла. Да, очень добренько. Вот иногда так зашибить, куда-нибудь за город поехать, чтобы тишина, водичка. Да, умиротворение такое, атмосферка. Вот люблю, когда потеплее, знаешь, вот прям вот, чтобы с кайфом прям искупаться. Тут еще вот бассейн, но сможем ли мы им воспользоваться, я, честно говоря, сомневаюсь. Я вот сейчас, плойку не включал, мне кажется, месяцев 6, допустим. И ничего не могу найти того, что меня заинтересует, чтобы играть. Потому что как будто уже все изжило из себя. Все повторение с новой графикой. Да, это факт. И просто другими сюжетами, по другой. Те же яйца звит сбоку. Да, это факт. Я тоже задумался, что любой геймплей, который якобы... каждый геймплей уже пережил свое.
Не Ну, хватает какого-то нового уникального геймплея. Ну, я вот иногда думаю, Отчасти. может быть, когда-нибудь наступит эра VR, и она будет прикольно и интересно. Потому что VR все равно как-то не зашел. Ну, это тоже, это очень много места может занимать. Может. Дома ты это себе как будто вряд ли поставишь. И опять же, очень мало кто сможет позволить. Хотя, хрен знает, вот через 100 лет может совсем уже изменится вот это вот какой-то базовый минимум Да, людей. это будет быстрее. Какие 100 лет, а что? Я думаю, это все будет быстрее. Десяточка и понеслась. Десяточку. Конечно. То есть в 35-м. Ну да. А что нет? Все. Доброе утро. Доброе. Как спалось? Это мы начали? Да. Вообще неплохо, но хотелось бы лучше. Как тебе тут на воде? Вообще уютно. Мне кажется, у меня уже сложилась какая-то тенденция, что я вывожу игроков на воду. Мне кажется, это очень хорошая терапевтическая практика. Да в целом свежий воздух. Да. Мы находимся с тобой недалеко от Нови Сада. Это сербский город небольшой. И, собственно, мы с тобой буквально на Дунае. Как фанатам стоит воспринимать твой отпуск? Как шаг в сторону завершения карьеры или просто действительно вот какой-то кулдаун? Определенно как шаг. То есть, ну я сколько, я в доту уже играю 15 лет. И за 15 лет у меня практически ни разу не было полноценных перерывов. Вот. Ну там был один раз, но я тогда просто был без команды. Остался это вот там из Team Empire, когда я окончательно ушел. Я там думал, ну все, я сейчас там как-то передохну. Для себя выделю какое-то время. Но за первый же месяц мне уже там написали, и я как-то согласился поиграть уже в другой команде. Вот это были как раз Singularity потом уже. Вот. А так, считаю, 15 лет играю, и я как будто уже на пути к тому, чтобы начать какой-то новый этап. Рассматривал также вариант до Нового года, как и ребята в прошлом году. Но я как-то, не знаю, подумал, что-то так смоделировал этот отпуск, представил, и мне показалось, это просто будет как-то мало. И решил, что за год точно можно много успеть и попробовать чего-то нового, посмотреть просто на свою жизнь без доты. Честно, пока не могу с уверенностью сказать, что адаптировался, еще нужно точно время. А так, да, это точно как шаг. Я еще буду думать над тем, чтобы возвращаться, но сейчас точно могу сказать, что уходить на такой ноте как будто не хочется. Ну вот, на той ноте, как закончился предыдущий, последний турнир. Ну вот, собственно, мы с тобой много сегодня еще обсудим разных тем, но начать хотелось бы с того, как у нас собака просто носится. Ну, она, да, такая... Чисто, что это такое летает тут? Мы с тобой сегодня еще много тем обсудим, естественно, но начать хотелось бы, собственно, с той точки, на которой закончился сезон для тебя. Что происходило перед Интом? Что происходило с Дэном, с командой? Как ты лично думаешь, что пошло не так? Вот давай, наверное, об этом сначала поговорим. После Риада мы вот обсуждали тоже отпуск, там решили, взять отпуск такой небольшой, там сколько там, неделя-две, если не ошибаюсь. Вот, и, собственно, также мы понимали, что там будет вот этот небольшой онлайн-турнир, который мы решили играть, как практика перед International небольшая такая. Вот, и уже там, сколько, где-то, мне кажется, за неделю до турнира, там плюс-минус, там даже чуть раньше, мне кажется, мы узнали, что Дэна с нами не будет по состоянию здоровья как раз. Вот, и думали, что будем играть замены, начинать как минимум турнир. Дальше будет видно уже там, потому что не ясно было, когда Дэн там оправится и вернется в строй. Собственно, да, рассматривали различные замены. Там немного было кандидатов именно на онлайн-турнир. Там парочка, если не ошибаюсь. Но мы поиграли вот с Маратом Мериле. На самом деле, прям он показался достойной заменой в моменте. Вот. И он хорошо себя показывал и на турнире, и на КВшках, которые мы играли. Прям, честно говоря, даже не чувствовалось, что мы прям как-то ослабили. Я думаю, и мы еще были в хорошей форме. Все остальные игроки как раз на фоне Риада. Была определенная уверенность в самих себе. Вот. Играли довольно неплохо, там КВшки, хорошо все началось. Там, по-моему, у нас был буткемп, там где-то почти, где-то там, сколько мы поиграли, дней 12, если не ошибаюсь, где был один день выходной. Вот, и он был такой немножко как бы разделен на две части. Там первая часть, условно, там 6 дней. И я бы сказал, что мы играли против команд там тир-2, тир-3. Получалось все хорошо.
потом был выходной, потом мы играли уже против против команд более высокого уровня. Вот. Там уже начали какие-то проявляться небольшие проблемы, где-то с пулом персонажей, где-то с какой-то уверенностью, где-то в играх мы начали допускать какие-то ошибки. Я бы не сказал, что это сказалось как-то на турнире онлайн. То есть мы хорошо его довольно, прям и стартанули хорошо. И, мы его играли хорошо до гранд-финала. Мне кажется, даже гранд-финал не был прям обидным. Мне кажется, просто вы хорошо показали себя, учитывая замену. В моменте плохо сориентировались, вот уже начиная с драфта, то есть первая карта. То есть там, вот я помню, 18-й пик, мы взяли Дума в крациях, вот. Там, то есть они взяли тролля, мы взяли героя, они, взяли своего керри, чтобы законтрить этого героя, Стардар, вот. Но мы его поставили на мид и хотели взять другую тройку, чтобы как бы наказать их пик тролля. Еторо все еще ждет момента, Еторо как-то пока невнятно совершенно выглядит эта драка. Коллапс срывается, задумили тролля. Он успел же ультимейт, тролль будет жить очень долго, Еторо дерется, тролль ультимейт заканчивается вот-вот эпицентр Сенкинга, ждем момент, пора. Малрин, БКБ работает, Еторо, БКБ сбрасывается, идеальный тайминг врыва, Еторо пытается уйти от тимфайта, есть у него палка выпрыгивает, выкупается, рубит, давит Рю, Еторо еле живой, Амар за ним, Еторо пытается драться. И, по сути, там два героя, это вот Doom Акс, как бы в нашем, в моем лично точно понимании, которые в него хороши. И я сразу предложил Акса, но почему-то Мага как-то засомневался. Хотя, мне кажется, Акс, тролля просто очень уверенно контрит. Но Мага уже в игре прям сказал, что он вообще на нем не уверен, не готов сыграть, потому что он на нем давно не играл. Но мы как-то, не знаю, недооценили, наверное, как-то с легкостью к этому отнеслись. Вот. И, на самом деле, Мага действительно, я бы не сказал, что уверенно себя показал в игре. Как-то вот по чуть-чуть начала уверенность падать. Мне так показалось. Вот. И первую мы игру все равно играли достойно, несмотря на то, что играли недостаточно, может, комфортными героями где-то. Вот. Она была все равно хорошей. Но, опять же, там, я потом пересмотрел, там, огромное количество прям ошибок, которые имели большие последствия за собой. Вот. Вторая игра там уже она такая была, у нас там не особо получился пик. И сыграли мы тоже уже как-то намного хуже. Третью я вообще уже не помню. И как будто, начиная уже с этого гранд-финала, мне так показалось, что что-то начало, как будто чуть начали мы терять какую-то хватку. Вот. Плюс мы продолжили играть КВшки после этого турнира. Мы также, с Дэном еще ситуация была неясна. И мы рассматривали также там, какие-то замены. Там один день могли с одним игроком поиграть, с другой, с другим. В третий там то с одним, то с другим. И вот, мне недостаточно комфортно как-то было от этой ситуации, которая происходила. Но я помню момент даже вот перед тем, как вы поехали на Инт, что мы там в медиаотделе понимаем, что нам нужно там анонсировать Инт, все дела, промо делать какое-то. И мы понимаем, что мы не знаем, какой состав у нас едет на Инт. И нам каждый день говорят, еще не точно, еще не факт, что Дэн. Может быть, не Дэн. Да, Мы такие, то есть тут осталось-то уже там пара дней. Да, вот меня тоже эта ситуация немного напрягала. Я как бы понимаю, что мы в любом случае были заложниками ее, но в моем понимании это, как ни крути, повлияло на процесс тренировок. И я думаю, тоже определенную роль сыграло уже на самом интернешнале. Вы знаешь, Вот. к слову о магии, о том, что ты говорил вот про онлайн-турик, и в разрезе Инта многие говорили, что вот эта мета, она магия очень сильно не подошла и не давала ему сиять, потому что там с этими доминаторами не его игра. Ты как сейчас считаешь, да? Честно говоря, мне кажется, вообще мета никак не повлияло. Я думаю... То есть все разговоры о том, что там Спирит просто на Инте не повезло с метой, это... Я думаю, это вообще, Притянет. это вообще не проблемой было. Вот. То есть я ни разу не чувствовал, что нам каких-то прям героев не хватало. Там мы как-то слишком упарывались там, в подбор героев, которые типа в мете. То есть я бы не сказал, что у нас было такое. То есть я вот помню там, например, мету с фрейспактом. Вот там я отчетливо помню, как было порой сложно заставить, грубо говоря, магу покупать этот фрейспакт, чтобы он сам понимал, когда его нужно покупать, когда не нужно. И вот там я прям отчетливо помню, что у нас было много обсуждений этого и много разногласий. Здесь я бы не сказал, что мы как-то спорили с тем, что надо доминаторы покупать. Кто-то говорил, нет, я их не буду покупать, и мне это вообще не нравится. То есть вообще такого не было. Мы как-то спокойно к этому отнеслись, и, мне кажется, в этом плане мы нормально адаптировались.
Во-первых, на этом интернешнале совсем была другая система. Вот если даже сравнивать с Риядом, формат сильно отличался. То есть вот это была швейцарка, где матчи БО-3. На Риаде была группа, где мы играли матчи БО-2. И я помню, вот мы там только с Extreme сыграли 1-1. Потом мы там выиграли Нави Талон, если не ошибаюсь. И все, и мы как бы заняли первое место. И прошли спокойно в плей-офф. То есть у нас было время спокойно как-то немножко разогнаться, поймать тоже какую-то такую легкую уверенность в своих героях, в своих пиках. Вот. В чем-то что-то чуть-чуть проверить, в чем-то убедиться. Аурочку где-то подформить. Ну да, такое, поймать просто уверенность небольшую. То есть тоже вот там очень было удобно в плане расписания. То есть было очень удобно готовиться, ты сразу понимал, с кем ты играешь, спокойно, хватало времени на подготовку, на какие-то игры, на просмотр каких-то реплеев. На этом же инте получилось в этом плане, как-то очень тяжело. Еще как-то в целом, если прям говорить за себя, уже начиная как-то с режима, то есть там нужно было вставать. В 8:30 я шел на завтрак, по-моему. С твоим отсутствующим режимом это смертельно. Суть в том, что на Риаде мы тоже все у нас игры были ранними. Мы все время, кроме гранд-финала, играли в 10 утра. Но там как-то все равно все было как-то более структурировано, что ли, стабильно, как-то с расписанием каким-то. То есть там питанием мы ходили, стабильно кушали в одно время вместе. Вот, так как просто понимали, что, оно было просто налажено. Мы там шли на завтрак в одно время, шли на обед в одно время, шли на ужин там вместе в одно время. И как-то спокойно на все хватало времени. Здесь же был только организован завтрак, и то он был такой себе. Вот. Я там на него как-то быстренько шел, чтобы потом прийти успеть сыграть паблик. Потом у нас начиналась игра. Мы сыграли одну игру, вот эту БО-3, там первую с Wildcard. Потом у нас 2 часа перерыва. За эти 2 часа на самом деле не совсем понятно, что ты можешь сделать. Вроде надо и поесть, а вроде и как-то надо и подготовиться. Тратили время какое-то на подготовку больше. Вот, сыграли с Extreme. Потом тебе нужно было ждать там чуть ли не 2 или 3 БО-3, чтобы понять, какой у тебя завтра будет соперник, с которым ты опять будешь играть в 10 утра, и тебе нужно еще как-то успеть подготовиться, что-то там посмотреть, обсудить. То есть тоже в этом плане было тяжело. Я видела много комментариев даже после гранд-финала инта, что, например, Extreme Gaming это и подкосило в финале. Во многом, может быть, они из-за этого тоже расклеились к концу. У них же, получается, был матч до гранд-финала, который они там закончили очень поздно, а им уже на следующий день, у них матч там тоже в 10 утра, им нужно будет также встать, пойти успеть что-то позавтракать, наверное, как-то разыграться. И потом им еще в теории играть 8 карт. То есть, да, это с ума сойти. Я не помню, как у нас было на 21 году в инте. Да, вы тоже по лузерам шли, но это тоже, изнурительно. Но у нас все получилось. Хотя мы те же самые 8 карт сыграли. То есть, окей. Хорошему дотеру расписание не мешает. Как бы тут никакие отговорки все равно не помогут. Хорошо, как ты лично оцениваешь свой перформанс на инте как игрока и как капитана? Вообще, как-то так вышло, что этот турнир получился одним из худших, я бы так сказал. Вот. Лично для тебя? Да, лично со своей стороны. И лично, мой уровень игры как-то в целом. Я бы не сказал, что я как-то мой подход был, другим. То есть я думаю, что я много внимания и прям времени уделил, каким-то индивидуальным тренировкам, обсуждениям там с командой, подготовке по драфтам, к противникам. В целом каких-то, всяких различных разговоров. Мне показалось, я уделял этому достаточно времени. Это не особо отличалось чем на предыдущих турнирах. Но на этом турнире как-то все в этом, было сложнее в том плане, что силы в себе, что ли, находить. То есть я вот говорю, мы вот, например, сыграли с Extreme, все, далее, у нас есть время поиграть, что-то потренироваться, но я сижу, и вот у меня прям глаза слепаются. Вот просто вот так вот чуть ли не клюю носом вот так. И не понимаю, а что делать-то, И пойти поспать, я вряд ли усну, а если еще и усну, то я потом ночью вообще не усну, зная себя. Сидеть вот так играть, тоже вообще не чувствую себя в ресурсе, но выбора-то и нет. Но при этом вот именно на этом только турнире так вот было. Можно ли сказать, что ты, может быть, выгорел, потерял внутри себя какую-то искру, какую-то какую-то огневую мощь, которая ведет тебя к победе? Я вот как раз, много думал, рефлексировал на эту тему и мне пытался найти причину, почему на этом турнире было сложнее, чем на других.
Я ни к чему не пришел, кроме как то, что, походу, я настолько устал, настолько выгорел, что просто не смог найти все силы. То есть, просыпаться, идти играть было просто сложно. Просто впадлу было вставать с кровати вообще, находить в себе силы. Типа я там, конечно, всегда, старался как мог, но вот конкретно на этом турнире это было сложнее всего. И вот как раз поражения на нас сильно сказывались. Уже хотел отметить, что начиная с Extreme, на третьей карте у нас на самом деле уже начали появляться какие-то небольшие разногласия, в моем понимании. То есть там было как, изначально перед самим матчем я говорил, давайте начинать распик с Бейна. Мне показалось, что у них недостаточно там где-то хороший пул у этого персонажа. Удобно нам как раз дать там некоторые баны для того, чтобы его комфортнее было пикнуть. Так и было. Мы там первые 2 игры играем, берем Бейна, не дизраптора. В моем понимании это вообще плохой ответ. И как раз мы его отправляли там на харду, и у нас всегда харда себя комфортно чувствовала. Первые 2 карты шли плюс-минус так, как мне казалось и должны. Мы там в первой, допустим, где-то чуть ошиблись в пике, во второй поменяли чуть-чуть подход, во второй стадии все уже получилось намного лучше. А в третьей мы решили что-то такие, давайте попробуем, может, вообще по-другому распикать. Распикали с Марса. Я сам об этой идее чуть подумал, но я потом вспоминаю Риа 24-го, мы пришли точно к такой же идее, мы там точно так же его фпшили и проиграли закономерно. И тут у меня сразу как-то воспоминания появились, что мы так делали, но мы хотя бы уже чуть по-другому там дали баны, но и все равно мета была чуть другой, показалось, может сработать. И с этого матча, как-то с этого именно даже карты, мне кажется, у нас начались какие-то проявляться разногласия, расходы, видения подбора героев. И это начало превращаться, мне кажется, в снежный ком. И в будущем, каждой серии это все чаще и чаще будет проявляться. За исключением, наверное, с Тундрой. С Тундрой как-то более-менее, опять же, мы там подготовились, мы отталкивались от идеи какой-то одной. И уже только в третьем матче, в третьей карте, точнее, там драфт-ордер поменялся, и они там вообще распикали с одного героя. Мы там, там уже некая импровизация пошла, но все пошло более-менее четко и по плану. Практически, там, кроме последнего пика, но главное, выиграли и выиграли, ладно. А ты нашел ответ, почему ваши идеи не работали? Я много раз видела, как ругали ваши драфты. Наши драфты действительно были очень плохими, а в третий день групповой стадии. Это с Prevision и Авророй, в моем понимании. Кроме первой карты с Авророй. Там было все нормально. Другие, там все игры, они там вообще плохие получились. Прям не очень. Там, конечно, нельзя закрывать глаза на то, что мы сыграли где-то вообще максимально плохо, но все максимально взаимосвязано в понимании. Я считаю, нельзя говорить, что проиграли там из-за драфта. Или наоборот, драфт заебись, но тут мы сыграли плохо, и поэтому мы проиграли. В моем понимании все максимально взаимосвязано, и если вы проигрываете, вы проигрываете в совокупности факторов, а не потому, что драфт говно, или потому, что сыграли плохо. То есть, будь драфт лучше, сыграй хуже, кто-то все равно скажет, драфт говно, или там кто-то скажет, всегда бесконечное количество мнений, и нет чего-то верного, кроме того, что вы просто как команда оказались хуже, в моем понимании. Понимаешь, я тут скорее транслирую мысли любого фаната Spirit, который смотрит матч и говорит, да возьмите вы ему дизраптора, это же его сигнатурка, да что ж вы его не возьмете? Какой ответ на это у вас находится? Как в моем понимании, я как игрок на дизрапторе, как игрок в целом на любой другом саппорте, я играл игры, где на дизрапторе я сижу играю, где вы можете каких-то пару критических ошибок допустить. И единственное, что ты будешь там, грубо говоря, делать своим глимсом, это глимсовать врага от вас, потому что на вас уже напали, но все равно кто-нибудь уже умрет. И игра может пересечь в ту стадию, когда ты такой фармишь на когда игра идет, и ты понимаешь, там у врага уже появились какие-то БКБшки, и теперь единственное ваше спасение — это купить Аганим на дизрапторе, чтобы надеяться, что ты можешь ультануть, не дать ему нажать предмет, и его убьете. И, собственно, на любом герое такие ситуации бывают. Хоть на Агре, хоть и игра на Титане, когда у меня там вообще нет экспы, мы вообще там на лайн-стадию проиграли, early game, и я бегаю, и мы просто не можем драться, мы ждем там каких-то возможностей, ошибок врага. На любом саппорте ты можешь оказаться в такой ситуации. И в моем понимании не так важно, играешь ты на метовом саппорте, не метовом. Я смотрел, как играют пикают люди дизраптор, они мало того, что могут пикнуть плохо, так еще я смотрю, он просто там ничего не делает. Он бегает там, обосранный какой-нибудь, с плохим нетворком, с плохим левелом, они в целом, в ситуации вынуждены камбэкать как команда. И какая разница, дизраптор, огр, титан, виверна, шаду демон, нет разницы, в моем понимании. Если вы где-то плохо сыграете, упустите какие-то свои возможности, неважно, на каком ты герое играешь,
ну, ты будешь там также жрать говно, грубо говоря. И у всех героев просто есть свои плюсы и минусы. Самое важное, это чтобы ваши герои в совокупности работали, ну, и были достаточно неплохие относительно вражеских. И в исполнении. Ну, и, очевидно, очень важно то, как вы этих героев будете реализовывать. И уже со старта, ну, вы должны делать правильные вещи, не упускать какие-то свои возможности, чтобы ваши герои реализовывались. И также, не знаю, ну, с любым другим героем. А можно ли суммировать это все в то, что в сумме факторов вы были там не собраны, где-то чуть хуже готовы, и самое главное, у вас в команде не было того победного вайба, той кондиции, в которой вы там жадные, заряженные, замотивированные, энергичные и все в зоне. При этом на фоне вас в таком состоянии есть ряд команд, которые только недавно закрепились на про-сцене, вот как потенциально сильные игроки, и они более жадные до побед, и они рвутся вперед, а вы как будто бы еще во время группы, может быть, даже внутри себя чувствовали, что, ну, можно проебать. Ну, как будто бы, может быть, мы и проебем. Да по-любому, по-любому. Вот, да, говорю, даже сам за себя, ну, просто не хватало какой-то внутренней все равно мотивации, наверное, где-то дожимать какие-то вот эпизоды. Ну, окей, То есть- я хочу понять, вот когда вы проигрываете последнюю карту и понимаете, что все, ин для вас закончился, ты внутри себя это ощущал как? Я думаю- как-то выдохнул, я вот как помню. Я такой, ну, конечно, там первые минуты я был немножко опустошен, потому что, ну, для себя-то я понимал, что для меня это не просто, ну, как бы проигранный турнир. Это вот именно турнир, после которого у меня, ну, начнется немножко другая жизнь уже. Я как-то был вот в целом чуть-чуть опустошен в этом плане. Как-то пусто прям в голове было. Я помню немножко так, как-то пустой такой был взгляд, я помню, в монитор. И я как-то немножко думал о том, что, блин, ну вот, типа, и все, вот так вот, и уйду я в отпуск. Но я также помню, что я как-то выдохнул, потому что турнир проходил очень тяжело, вот серьезно. И по морали как-то, и физически. Я говорю, вот, ну, не было ни одного... Просвета. Ты каждый раз ты что-то проигрываешь. Я сижу 3 дня подряд вот так вот просто вот с такими глазами, играю в доту, пытаюсь там что-то каких-то героев наиграть. Что-то мы сидимся, что-то обсуждаем, готовимся, не получается. Потом я еще какие-то свои идеи вкидываю, мои идеи, с моими идеями не соглашаются. Я как раз, вот не знаю, будь это первый, я бы пошел и сказал, ну почему, типа, меня там где-то не слушают, почему, ну, я бы продавил свои идеи, я бы хотя бы понял, почему с ними не соглашаются где-то. Но тут я как бы такой, ну, не согласились, я такой, ну ладно, что мне там пойти, что-то спорить, доказывать, там что-то, ну, типа, окей, там, видимо, другим где-то виднее, постараюсь как-то адаптироваться. И вот тут начинаются постоянно какие-то разногласия во мнениях, и мне кажется, вот основное мы просто были, мы не смотрели в одну сторону, вот. Можно ли сказать, что поражение на этом инте не ощущалось так драматично, как если бы оно там случилось на 10-м, например? Я думаю, что там бы это было прям слезы рвать на все волосы, что я не сделал все для победы. А здесь как будто бы как-то то ли закономерно, то ли воспринятием как-то к этому Это было. все закономерно было. Все вот шло как бы шаг за шагом. Мне кажется, у нас много таких уже турниров было, где все вот как раз так и шло. Вот мы именно как-то те проблемы, с которыми мы сталкивались, которые оставались как-то неразрешенными, они всегда и оказывались такими решающими, как-то критическими в матче, который мы проигрывали и вылетали. В этом матче обычно все проблемы как-то и всплывали. И, ну, как-то максимально отчетливо их было видно. Вот. И здесь, ну, этот турнир стал не исключением. Ну, И- то есть волосы до сих никто не рвал, никакого не было. Да мне кажется, все по-своему как-то, ну, конечно, каждый расстроился, но мне кажется, каждый как-то немножко и выдохнул, потому что, говорю, ну, мало кто, мне кажется, хотел реально играть. Вот я не чувствовал вот этого огня какого-то, как-то в целом. Никто не мог стать вот этой свечой, который бы остальных поджигал. Все потихонечку так гасли, вот как-то так было. И поэтому, ну, мне так кажется, я, честно, не прям как-то лично там расспрашивал. Я Ну, мы как-то твою просто- повку обсуждаем. Ну да, вот. И мне вот так вот показалось. Ну, я лично просто как-то выдохнул. Ну, там, через минут уже 30 такой, типа, блин, ладно. Проиграли, конечно, обидно. Ну и ладно. Наконец-то этот турнир закончится. Наконец-то не надо там мучиться, что-то вставать, что-то обсуждать, что-то вот это расстраиваться лишние разы. Поэтому, да, вот, нужно отдохнуть. И в будущем посмотрим. Я думаю, шанс того, что я вернусь, он больше, чем того, что я не вернусь. И там у меня уже множество идей в голове возникло, как я бы хотел изменить
вообще подход к играм, к сезону, всему, ко всем вот этим главным турнирам. Ну и, короче, много идей, которые у меня возникли, которые я бы хотел постараться реализовать в будущем. Сейчас еще годик в качестве зрителя доту посмотришь, еще больше идей появится, я думаю. Думаю, определенно, да. Ты уже упомянул, что в доте ты разменял 15 лет. Мгм. А по твоим подсчетам и воспоминаниям, с чего начался этот путь? Короче, его можно разделить на 3 этапа. Я так уже прокручивал немножко в голове. То есть первые 5 лет это как раз мое вхождение в доту. Это вот как раз там первое знакомство, компьютерные клубы. Там я еще начинал с первой доты. Когда я, можно сказать, первые 5 лет я просто изучал игру. Вот прям погружался, там начинал какие-то там знакомства с какими-то игроками, какие-то там, помню, первые самые мелкие турниры. Ну, короче, знакомство с игрой, знакомство со сферой, просто изучение вот прям, что как вообще устроено. Это сколько тебе лет и какой это год? Ну, блин, ну если 15 лет назад, значит, мне было 12 лет, значит, 2000... Не, стоп, какой 2000? Короче, 2000 где-то 8, наверное, это. Ну, то есть до первого инта? Да, вот это было точно до первого инта, потому что первый инт, как только он произошел, то есть я раньше начал первую доту играть, мне кажется, в 2008 я начал первую доту где-то играть. Потому что в 2010 году я прям точно помню, что вот произошел первый инт, я в этот первый инт, я его немножко мельком смотрел, я еще как бы не сказать, что сильно так увлечен был игрой, дотой. Вот, и еще тема турниров мне вообще была далека. Я там помню самые первые матчи, это в первой доте, как-то мне друг скинул какие-то реплеи, там же в Warcraft еще реплеи такие чисто были, можно скидывать было. Я их что-то смотрю, я такой думаю, что вообще происходит, что тут люди вообще закупают, что так надо закупаться, что это вообще такое. Вообще ничего не понимал. Вот. И, соответственно, мне тема турнира была далека, и я еще, когда первый инт прошел, я потом играл в хон где-то месяца 3. Вот прям все лето, я помню. И потом в сентябре у меня у знакомого друга, одноклассника, у него появилась вторая дота. Я как-то к нему в гости пришел, он мне показал. Я такой, ебать, это же вообще другая игра, это вообще не как первая дота, там все намного как-то четче, плавнее, все движения как-то приятнее были, вот. И мне прям понравилось, и как-то что-то спустя время мы с ним договорились, то есть я узнал, как он ключ получил, он там сказал, просто какому-то челу на телефон, там что-то 100 рублей кинул, или 300 рублей ему дали ключ, вообще халява, вот. А я тогда помню, что нашел где-то в интернете возможность, с каким-то человеком списался, перевел ему деньги на карту, у меня деньги снялись, но ему они так и не пришли. Но он надо мной жарился, и он мне просто так, короче, в итоге ключ дал. Ну, там, я не помню, там, может, 700 или 800 рублей, что ли, я дал. Что-то около того. Прикинь, чел на старте вложился в двукратного чемпиона инта. Да, напиши мне, если смотришь это интервью, я верну должок. Как его зовут, ты помнишь? Вообще нет, это было очень давно. Но я помню точно, что такой случай был. И, короче, он мне переслал ключ, и все, и я с тех пор начал играть в Dota 2. И вот я там сначала первые года 2 я просто играл, потом я там начал что-то с какими-то ребятами знакомиться в интернете. Там, помню, чувака, Вован, ЕД, восклицательный знак у него был ник. Вот. Мы прям вообще с ним корешились, прям близко, тепло общались, я помню, и год или полтора, и я прям хотел с ним дальше двигаться, мы пытались что-то вместе как-то в команде, там что-то команды собирали, что-то пробовали, в аматорке еще на Старладере себя, вот, но потом как-то спустя время его уровень игры не вырос, а мой как-то вырос, и я как-то начинал знакомиться с новыми ребятами, я его пытался протащить за собой, но ребята, которым я его протащил, они как-то, намекали, что давай как-то, может, без него. Вот ты норм, а вот без друга давай как-нибудь. Ну и, короче, да, но он потом как-то сам, сказал, что, он все понимает. Поэтому я говорю, давай, двигайся дальше. Ну и все, и потом я с Барашем познакомился. Я тогда играл турниры 1 на 1. Там на сайте одном проводилась прям серия турниров. Там первые были это на Пуджах. Победа была, да, Dragon Club Hook. Я в финале проиграл. Потом были, не помню, я помню, там были Мираны, ВРки. Кто-то еще, Лондруид, по-моему, вообще на Лондруидах был второй. Но я там тоже проиграл, там медведя давали за первое место. Еще на тот момент крутая была шмотка. Вот. Ну и, короче, то, что я там пару раз, по-моему, где-то в финалах в итоге встречался с Барашем. И в итоге что-то, мы в один момент добавили друг друга, обменялись комплиментами, йоу, круто играешь. Вот. И договорились с ним, не хочешь попробовать там в команде, что-то команду собрать.
Он сказал, что пока что не готов, там, типа, время было весна, а он сказал, только к лету сможет. На каникулах. Ну, возможно. Он, по-моему, уже, ну, он, по-моему, постарше был, я не помню, он в школе не учился. Да это уже, по-моему, такие плюс-минус. Ну и, короче, летом он сказал, что можем попробовать. И все, и мы летом собрались, как-то созвонились, позвали еще ребят, договорились вот тогда с ПСМом, позвали как раз Дейла, Фервиана, и у Раш как раз вот у него и был знакомый вот Корбан Димон, как-то он его позвал, если я не ошибаюсь. И вот такой у нас так организовался, и мы поставили себе цель выйти в Стар-серию. Тогда Стар-серия, ну ты помнишь по-любому эти времена, Старладдера. Вот, поставили себе цель выйти в Стар-серию. Если не получится, ну, скорее всего, будем расходиться. Ну и вот, и все, и мы там играли различные турики, вот как раз тогда отобрались на какие-то ланы, я там тогда на первые ланы свои поехал, правда, не всем составом, к сожалению, мы там заменами гоняли, но я вот тогда впервые погнал в Киров, с Димоном Корбаном там познакомился, вообще классные, теплые времена прям, вот, потом на второй какой-то вот UCC, что ли, там была серия турниров, мы вот на первый лан отобрались в Кирове, потом второй был в Москве, который нам даже получилось выиграть. Ну, короче, я точно тогда с Дейлом познакомился, с Димоном Корбаном, двумя Димонами. Вот, мы с ними прям вообще в хороших отношениях, да и сейчас тоже с Димоном Дейлом, помню, переписывался как-то. Я как-то смотрел стримы в Удуше, кстати, и я смотрю, он играет против чела с ником Дейл, по-моему. Или это... Веронест играл против чела с ником Дейл. И я думаю, ну, типа, не может же быть так, что это он. Вот. И потом... это еще и турнир был. Вот. И я смотрю турнир, а там с вебками. Я смотрю, ну, вроде он. Я ему написал, и это реально оказался он, и все, мы списались. Я, короче, у него там, он там в героев что-то поигрывает. Я вообще офигел. Вот. И, короче, да, это вот, по сути, сколько? Наверное, это до Империи, по сути, вот весь период. Да, мы тогда, короче, Стар-серию нифига не прошли, мы проиграли в Про-серии, там где-то в полуфинале 4 якорем, если не ошибаюсь, еще вот этим. Там 4 финна, по-моему, у них была команда, и вот 5-й кто-то, если я не ошибаюсь, или 5 финнов там было. Там еще тоже какой-то нейм играл, я не помню кто. Кто там финн у нас нейм? Матумбамен. Вот, возможно, там он и играл, кстати. Короче, да, там зарождался не только я. Это очень архивные воспоминания, надо факт-чекать. Я, смутно все это помню. Я вот помню, вот 4 якоря плюс кто-то там. У них команда называлась. И вот мы и проиграли в полуфинале, если не ошибаюсь. Вот, но мы же тогда выиграли открытую самую первую квалификацию на International вот этим составом. 1024 команды, начали там играть, в 10-11 утра, закончили в 5 утра другого дня. Вообще сумасшедшая квала была, но мы ее выиграли, и я уже тогда даже какую-то известность небольшую начал получать. Меня там что-то в школе уже начали спрашивать даже. Вот. Я там еще про ММР что-то свой говорил, они там, сколько, блин. Короче, да. Тогда вот это вот только все зарождалось, было прикольно. И это вот, по сути, как первые 5 лет вот именно игры во вторую доту. Да, это же и был 2015, если не ошибаюсь, как раз. Вот 2015 был самая первая квал на Инт. И это вот, собственно, первые 5 лет вот мои игры в доту. Вот. Потом вот начался новый этап. Это вот как раз я попал в Empire. Первый, ну, можно сказать, первая пятилетка вхождения в про-доту. Ты познакомился с Корбином. Каким было твое первое впечатление? Ты тогда понимал, что ты с этим человеком далеко и долго пойдешь? Да нет, конечно. Я вообще не думаю, что я мыслил подобными категориями. Я, скорее, всегда так отталкиваюсь от момента, да и до сих пор так мыслю. Вот. Первое впечатление, ну, он был взрослее. Да, ну, и сейчас взрослее, понятное дело. Вот. Но на тот момент так вообще для меня это чисто какой-то мужик был. Уже такой состоявшийся, взрослый. Вот. Довольно серьезный. То есть уже прям по голосу, по манере речи, по подаче. По интонации, как-то по всем вот этим параметрам было видно, что он серьезный мужик, знает, чего хочет, понимает, для чего он здесь. И с ним всегда было как-то довольно легко и комфортно, я помню. По сути, он вообще для меня, можно сказать, стал таким вторым отцом. Вот. Мы прям как познакомились вживую, мы стали намного ближе, мы прям много времени проводили вместе, общались, как-то контактировали, друг друга узнавали. То есть это со старта был матч? Ну вот как мы познакомились в Кирове, вот именно после первого уже личного знакомства, да. Я думаю, уже тогда какой-то матч у нас и случился. Вот, и все, и наши как бы отношения начали стремительно развиваться. Вот. И вообще, да, все очень классно прям складывалось. Мы, по сути, говорю, он был неким моим таким ментором, наставником, многому меня обучал, подсказывал по жизни, там, мы много общались, вот. Ну, больше всего уже, конечно, это в Империи начало происходить, так как все же мы уже начали работать вместе прям
тир-1 как бы организации, вот, на тот момент, и там, ну, там уже намного больше было вот этих прям точек соприкосновения. То есть до этого он все равно так чисто был менеджером и не особо как бы влиял на какие-то там тренировочные процессы, там, ну, то есть на состав он как бы не был тем, кто там, ну, не был человеком, который там мог сказать, типа, блин, ну вот этот игрок хреновый, надо что-то делать. То есть он как-то больше чисто был менеджером у нас тогда. И вот. Ну вот да, вот в жизни мы, когда общались, знакомились, было вообще прям супер. Потом вот второй лан это был в Москве, мы там тоже классное время провели, я, по-моему, гуляли по Москве, я помню вообще. Ну, короче, классное было время, узнавали друг друга. Вот, а так, матч у нас, короче, да, случился быстро. Димас известен своим талантом врубать фары. Вспомни... Бычить? Нет, именно врубать фары, знаешь, там, типа, ставить на место, отрезвлять, знаешь, давать пенделя какого-то такого оздоровительного. Понял. Вспомни самую яркую ситуацию, которая у вас случалась, когда Диман тебе фары врубил. Я не могу точно, ну, чего-то такого точного вспомнить. Есть определенные моменты, но я бы не особо хотел их как-то раскрывать. Они такие немного личные. Но я не могу сказать, что как будто у нас Димону приходилось на меня вырубать фары. Всегда у нас как-то это спокойно было. То есть мы спокойно обсуждали, я четко, спокойно выслушал его позицию, мою. И, ну, спорить с ним тяжело было, плюс достаточно аргументированно он всегда доносил свою позицию. И мне даже не было смысла спорить. Ну, то есть он всегда достаточно доходчиво все объяснял, и я просто соглашался. Вот. И поэтому редко у нас как-то возникали какие-то прям конфликтные ситуации. Ну, и я в целом сам по себе такой человек. То есть я как бы не шел там тоже на рожон лишний раз. Там, мне кажется, мы никогда практически не срались. Там, ну, может, было, там, не знаю, раза два максимум, когда просто что-то переходило, ну, наш разговор переходил на какие-то повышенные тона. Но и то как-то это все быстро потом, ну, сходило на нет. Вот. И всегда все спокойно проходило. На этой долгой дистанции ваших с Димой отношений, как часто ты убеждался в том, что вот там его совет или его мнение, с которым ты согласился, было правильным? Не, ну, то, что его мнение оказалось правильным, это точно, это ощущение точно возникало очень часто. А когда он оказывался неправ, ну, скорее реже. Вот. И когда даже это возникало, я, опять же, как-то с ним порой это обсуждал. И, ну, он тоже мог, ну, понять это и согласиться, когда он был неправ. Но так, ну, говорю, типа, он просто в силу своего уже возраста, мудрости, ну, просто больше понимал, и поэтому я, ну, намного чаще, конечно же, соглашался с его мнением. Сейчас, когда ты уже повзрослел, и можно сказать, что там состоялся, реализовался, Ну, да. ты чувствуешь, что вы стали, наверное, как единомышленники, как равные разговаривать друг с другом? Или ты все еще чаще прислушиваешься и скорее воспринимаешь Диму как ментора все еще? Или все же это уже равные отношения? Я думаю, сейчас это уже точно более равные отношения. То есть это уже начиная со Spirit, где-то, ну, вот там, может, еще первый самый год еще я как-то где-то чаще прислушивался, но как будто уже после вот выигрышного интернешнала, я думаю, мы уже стали больше как-то общаться, ну, так вот именно на равных. И в целом, я думаю, я бы еще сказал, вот до Spirit еще тоже вот этот вот период империи и там другие, мы намного больше взаимодействовали, общались, взаимодействовали, коммуницировали. Вот. Но уже как будто во времена Spirit, мне кажется, ну, можно, наверное, сказать, что мы отдалились друг от друга. И поэтому, да, сейчас у нас чисто такие более рабочие, профессиональные отношения. Но, может быть, что-то было еще после, но я вот точно помню вот момент в Сербии, что-то мы встретились, что-то просто там в кафешке, в баре каком-то посидели, так пообщались, порассказывали друг другу истории какие-то свои тоже, что копится там. Вот, ну так вот именно уже как раньше, там по-дружески, так, по-доброму. Вот. Но я последний раз как будто помню, что это вот в тот период это было. Можно ли это связать с тем, что, ну, там, когда ты был помладше, Димас понимал, что и ты в нем больше нуждаешься, а так как Дима в целом менторская фигура не только, я думаю, для тебя, много для кого, для многих молодых игроков, то как бы сейчас понимаешь, что там, он с тобой свою миссию во многом выполнил,
он отдает себя больше там другим игрокам, своего внимания, своей заботы, там, каких-то Да, своих да, наставлений. определенно так. То есть все-таки у нас же в команду пришли молодые игроки, там Илюха, Мага, да там у нас еще Санек был, я был Собет, потом появился Мира, и вот по сути, ну что, Мира, Илюха, Мага, они все достаточно были молодыми. Вот, Санек еще был более-менее как-то, ну, повзрослее на тот момент. Хоть и вот именно на пресцене он все равно таким относительно новичком был, но вот именно уже как личность он уже такой более состоявшийся был. То, что вы друг от друга в какой-то степени с Димой отдалились, это скорее со знаком плюс или со знаком минус? То есть в этом нет же никакого конфликта, насколько я понимаю, просто вот так сложилось. Я думаю, тут нет как бы, ну, ни плюса, ни минуса, это просто, ну, жизнь, просто так бывает. Вот. Ну, мы просто поняли, что стали, ну, как мы меньше нужны друг другу, опять же, да, потому что я уже повзрослел, и у нас, как ни крути, были, ну, свои какие-то интересы, и мы просто стали самим себе где-то больше внимания уделять, и все. Это просто нормально, просто жизнь. То есть я как бы к этому не отношусь как-то негативно или положительно. Я помню, задумался об этом, то есть когда какой-то был турнир, и опять, ну, раньше мы с ним много общались, после турниров, там, что, как, обсуждали, ну, полеты, там, да, вот это вот, разбор полетов. Вот. А потом этого стало как-то меньше, и я как-то где-то больше уходил, может, в себя. И я помню, как был какой-то турнир, после которого он мне сказал, что что-то, Ярик, давай, что, блин, как это, ну, не как там, может, раньше, но больше общайся там где-то со мной. Я там тоже постараюсь где-то там какие-то, может, больше вопросов задавать. Короче, возникла какая-то ситуация, после которой я задумался, что, блин, раньше же мы реально больше общались и больше как-то вместе с ним двигались в одном направлении и двигали команду в этом направлении как-то так. Вот. Но потом это как-то больше снизошло на нет. И я задумался вот как раз в тот момент, насколько действительно наши отношения изменились. Учел его слова, я постарался где-то чуть больше общаться с ним. Но на самом деле этого хватило только где-то на месяц. Потом, конечно, все равно все вернулось на круги своя. И, ну, вышло просто как вышло. Но я говорю, для меня это ни плюс, ни минус, просто вот так вышло. У меня в любом случае, ну, у Димона максимально положительное отношение, то есть всегда рад на встрече и поболтать. Думаю, сейчас, особенно, когда мы перестанем друг с другом взаимодействовать, успеем как-то немножко соскучиться друг по другу, какие-то свои истории накопить, сможем потом снова встретиться как-то где-то, классно поболтать. И, ну, и это замечательно. Ну, то есть глобально все-таки вот эту сильную, крепкую связь с Димоном ты ощущаешь? Определенно так, конечно. Да, вот я на самом деле как-то такой, не знаю, вот тоже человек, не знаю, как бы сказать, немного асоциальный, мне так кажется, но в то же время и порой хочется общения. То есть мне как бы всегда комфортно наедине с собой, я как-то к этому вот пришел, и мне всегда, ну, даже хочется просто как-то наедине с собой побыть, что-то поделать, покайфовать. И не сказал бы, что сильно нуждаюсь, ну, как-то в общении. То есть если чувствую, ну, типа, пойду как-то развеюсь, там, пойду с кем-то пообщаюсь. Но это происходит довольно редко. Я Вот, что могу сказать. у тебя набегами, я тебе могу сказать со стороны, ты можешь реально месяц Да, вообще да, носа да. не высовывать из дома, но когда ты попадаешь в социум, Да, да, ты да. звезда просто вечера, ты шутишь, тебя много, ты яркий, ты всех развлекаешь, веселишь, и ты очень активный. Да, да. Ну, У тебя реально набег. Ты когда ману копишь, сидишь месяц, а потом такой, Да, все, да, я да, готов да, да. сиять. ну, для меня как бы нормально, чуть ли не знаю, вообще не общаться. Но потом, если попадется какой-то случай, какая-то ситуация, возможность, ну, если, опять же, буду достаточно в ресурсе, то я бы, конечно, с удовольствием встречусь, с ним проведу время. Ну, вот говорю, вот мы вообще же не общались, но потом вот в Сербии встретились, ну, блин, мы вообще прекрасно провели время, я вот прям как сейчас помню. Ну, это вообще довольно в твоем духе, на самом деле. Наши с тобой отношения так же строятся, что там мы с тобой чуть не общаемся, ты просто в рандомный вечер говоришь, я свободен. Сегодня у меня есть время. Что делать? Ну да, то есть это по наитию должно быть. Да. Вот, у меня вот По так. желанию. Я к этому так отношусь. Типа стараюсь, ну, не думать о том, что, типа, блин, то вроде не общаюсь, да вроде и не хочу. Блин, переживать из-за этого или нет? Да вроде что-то переживаю. Ну, а что, хочу я что-то сделать? Да на самом деле нет. Ну и, короче, такой небольшой самокомпания, но при этом все равно как бы ничего не делаю, но вроде все равно все получается, как и я бы и хотел, как и должно быть. Вот. За что Димас отвечал в «Империи» и насколько сильно это отличалось от того, что он делал в «Спирит»?
наверное, с моей стороны чуть сложно сказать именно про Спирит. Ну, Так с как твоей повки в Империи. Спиритах, я думаю, просто вот он тот человек, чье мнение намного сильнее учитывается по сравнению с Empire, потому что там все-таки, когда особенно он еще пришел, он не был каким-то таким на тот момент уже состоятельным скаутером, менеджером или еще как-то. Вот, и поэтому явно к нему со скепсисом определенным относились. Вот. А с моей чистоповки, он просто был, не знаю, не просто, наверное, менеджером, а и тренером, и менеджером, и другом. И поэтому, как я уже говорил, мы с ним просто очень много общались, взаимодействовали, мы обсуждали, что в команде идет так, что... то есть он меня спрашивал, что мне кажется у нас не получается и почему, что можно изменить, как я к каким игрокам отношусь, кто, на мой взгляд, там выделяется в лучшую или в худшую сторону. То есть мы прям очень много общались вообще о разных именно аспектах игры. То есть, короче, он был прям разные роли занимал прям вообще для меня. Но именно в самой команде, наверное, с его мнением не всегда, наверное, уверенно считались, особенно более высшее руководство. И поэтому ему порой было сложно влиять на какие-то тренировочные процессы или командные. Там сложно было где-то ему, наверное, сказать, что, вот этот игрок — это пиздец, надо его менять. А вот этот, наоборот, заебись, и за него нужно максимально цепляться. То есть это, наверное, даже могу сказать, что вот так с Рамзесом произошло. То есть наш первый состав: Рамзес, я, Afterlife, Кингер и Скандал. Там же вообще как состав собрался? Я прям помню, хочется чуть отметить, как я вообще туда попал. Он меня несколько раз уже звал на какие-то игры, что-то там то ли замены, то ли там какие-то такие вопросы спрашивал, что-то там я готов залететь, там, сыграть против ВП, там, не знаю. А я вообще такой, новичок, я такой, чего, какими ВП, типа, где я, там, где вот этот уровень игры, мне всегда казалось. И он меня так пару раз что-то так спрашивал, так, типа, вроде доля шутки, а вроде как бы и, да, прощупывал так немножко. А я всегда такой тоже в шутку как бы отвечал, мне казалось, это все несерьезно. Но в моменте он решительно уже как-то меня позвал на тест игры в Империю, то есть когда он пришел, там прошел какой-то небольшой период, и в Империи переформировали полностью состав, и он тоже принимал непосредственное участие, и он меня тоже позвал на некоторые тест-игры. Там первый состав был совсем другой, там, я помню, был Горкс, я не помню, кто был еще, честно говоря, не помню остальных игроков. Возможно, Артес на тот момент. Смутно помню. Точно помню, там был Горкс. Это единственное, кого я помню. И, я там вообще не очень сыграл. Это был первый день. Там что-то мы сыграли несколько КВшек. Было вообще сложно. Я очень волновался. Меня еще он посадил на 5, если я не ошибаюсь. То есть, кстати, я причем не забыл отметить, я же играл вообще на миде изначально, в доту. Прям это мне нравилась больше роль. Это, видимо, опять же, в силу своего характера я шел на мид, где не особо нужно взаимодействовать и коммуницировать. Наверное, так, все дотеры отчасти такие, но все равно приходится какие-то роли занимать. Я играл на миде, но когда я поиграл с Барашем, он же тоже был мидером, мы играли с ним турики 1-1, и я говорю, ладно, давай я тогда на кэри. Кэри, мид, наверное, не так сильно прям будет отличаться. Тоже там будут шмотки и прочее. И, я играл так год на кэри. Он меня уже, собственно, в Империю позвал тест игры просто на 5. Я думаю, ты, типа, уверен, что нормально, так должно быть, должно так все получиться. Но он в меня сам не верил на кэри. Вообще. Да, и он мне сам это не раз говорил. И... Зато видишь, какую 5 разглядел. Да. Какого игрока, даже я бы так сказал. Первый день прошел ужасно. Второй день, мне говорят, что состав вообще будет другой. Я такой, ладно. И ты теперь будешь играть на 4. Я такой, ладно. На 4, так на 4. И смутно помню там в целом этот период, но я точно помню, что так как первый день я очень волновался, я подумал, надо что-то с этим сделать, попробовать, постараться как-то, избавиться от этого волнения, хотя бы на чуть-чуть, хотя бы каким-то эффектом плацебо. И что я сделал? У меня был, то ли вискарь, то ли что дома, я не помню, припрятанный такой еще от родителей, где-то там спрятанный. И я, взял, что-то там, пару стопочек бахнул, что-то печенкой закусил какой-то, ничем другим не догадался, конечно, закусить. И все, и погнал играть. И первые 2 игры прошли, очень так, сомнительно.
я их вообще не помню. Но я отчетливо прям помню третью игру. Я играл на Air Spirit, и у нас была комба, там Darkseer Air Spirit. Тогда это была, ну, прям жесткая комба еще на тот момент. И герой был Air Spirit вообще на тот момент еще очень сильным. И это был вообще мой один из самых сильных героев. Я на нем тогда... Ну, то есть он тогда относительно недавно появился, и он тогда в самом начале был очень имбовым. И я на нем так немножко обузил. Типа, знаешь, там, играешь, что-то проиграл, окей, пойду на имбе сыграю, чтобы вернуть ПТС. Вот я так немножко абьюзил, скажем так, этого героя. И все, вот мы третью игру сыграли, я на нем сыграл прям вообще очень хорошо, там на всех 3 линиях нашел киллы, там прям всю карту загангал, что-то сделал, мы прям вообще разъебали уверенно. И все, и меня, короче, реально взяли. Кстати, я помню, ну, волнение все равно тогда присутствовало, на самом деле, но, возможно, где-то оно присутствовало не так сильно, и все сложилось так, как сложилось. То есть пара рюмашек дали свой импакт. Я думаю, да. Можно сказать, что в «Империи» ты начал формироваться как проигрок, и это такая вот основная, наверное, веха перед «Спирит», когда вот ты становился собой. Ну, конечно. Это вот уже вот первый год, как вот до этого были 5 лет знакомства с Дотой, и про сцены в целом чуть-чуть. Теперь уже 5 лет обучения, что значит быть профессионалом, каково это играть в про-командах, на турнирах, занимать какие-то места, и вообще вот это вот киберспортивный режим. Жизнь тоже чуть-чуть поменялась, как только я попал в «Империю», потому что появился контракт, но там уже появилась зарплата солидная, для меня вообще солидная. Сколько тогда была зарплата? Ну ладно, наверное, как раз контракта нет, можно, да, сказать? Да, я думаю, уже можно. $1500 тогда было, это Вау. 100 тысяч рублей. Это уже было много. А я до этого вот в прайсе я зарабатывал где-то, 15 тысяч рублей. Ну, тоже уже что-то. Ну, тоже, да. Но до прайса, собственно, вообще ничего не зарабатывал. Но для меня тогда это сумасшедшие уже деньги были. Нет, это все еще хорошие деньги. Да, Даже в 2025 году это отличные это деньги. уже, да, тоже приятно. А тогда это, вообще сногсшибательная сумма была для меня. Да. Получается, вот появился контракт, и все, и мне говорят, там, надо, пора ехать на буткемп, тренироваться. Тут я понимаю, все, киберспорт начинается, надо брать академ в универе и забивать на учебу. Забивать на учебу. Для истории уточни, на кого ты учился, сколько ты проучился, и вот это вот. Я вообще пошел на программиста, чисто в местный университет, ЮрГУ, Златоустовский филиал. Вообще это такой почетный университет, но это он в Челябинске основной находится, а вот именно в Златоусте, вот именно его филиал. И на самом деле я пошел туда учиться, потому что он просто был в моем городе и не так далеко. И вроде не такой плохой. И плюс на программиста, потому что мне вроде как бы компы были более-менее интересны, я много времени за ним проводил, и мне показалось, наверное, логичнее всего пойти на программист. И все, так вот я на него и пошел, там у нас была группа, но я проучился, получается, я часто говорил полгода, но на самом деле нет, нифига не полгода, мне так казалось, я получился, сколько там, семестр? Это 3 месяца. 3 месяца. Вот я проучился точно весь семестр. И где-то, мне кажется, там месяц-полтора еще. Но после первого семестра у меня уже там по программированию нормально так задач, там долги были. Там по матанализу, я помню, тоже вообще тяжелая, на самом деле, наука для меня была. Короче, я проучился 4,5 месяца, мне кажется. И, собственно, все. И потом взял академ. Вот. А когда, кстати, академ закончился, я об этом даже не узнал. Точнее, я это не отследил. Я что-то там был, на буткемпе или на турнире каком-то, вернулся к себе, пошел что-то, хотел, восстановиться, прихожу, а мне говорят, ты отчислен. Потому что ты не восстановился вовремя. Я такой, ладно, окей. Там был первый мой лан, я сел Манила, и там очень теплые воспоминания. Мы вместе с Димоном постоянно выходили к бассейну, к этой зоне. Там очень было тепло, мы просто с ним лежали на гамаках, просто кайфовали, чилили, общались про жизнь, про доту, про команду, вообще про наше состояние, про многие вообще сферы жизни. И каждый раз мы это делали, прям вообще очень было здорово. И мы там выиграли Secret 2-1, где там потом был хайлайт, который сделал Кингер на Рубике, там украл Блэкхолл, по 5 дал, и этот момент потом попал в момент года, что-то такое. Black hole. He's going in. Scandal's in range of the sentry. They know exactly where he is. Scandal loses a little bit. Alba, there she is! The big black hole! Fulcrum caught with the stun follow-up! They've got him! Secret! You are getting wiped from this one! И мы их обыграли, там 2-1, сенсационная вообще победа. Там как раз Пупей был, по-моему, Артизи, Зай, или что-то там тоже какой-то ебанутый у них был состав.
и их просто какие-то лохи обыграли в лице нас. Как себе самокритично. Ну, по факту. То вообще... Андердоги, давай скажем. Абсолютно андердоги. Я там еще босиком, помню, на сцену вышел, потому что я был в тапках, зашел за кабинки, и нам говорят, бегом, надо выйти. Такой, я думаю, ну, наверное, что там сейчас выйдем, что-то скажут, зайду обратно. Я выхожу, нас просто повели, ну, за кулисы, там, вот это вот, за сцену, там, потом мы выходим по всей сцене, я выхожу на сцену, все это я босиком делал, потому что я был в тапках, а там, ну, вообще жара. А я еще, ну, такой, типа, ну, не понимал все, как вообще устроено и все такое, и легко к этому всему относился, и это было очень мемно, я помню. Вот, потом был как раз вот этот турнир в Киеве, Виплей. Не помню, как он конкретно назывался, я просто помню Виплей, и вот в Киеве он проходил. Тоже такой очень хороший турнир. Я тогда решил, типа, создать для себя какую-то фишку, выходить босиком на сцену. Вот, но потом мне Димон или кто-то сказал, что, типа, блин, Ярик, это, конечно, прикольно, но у тебя так грибок может образоваться, ну, или еще что-то ты подцепишь. Я такой, ну, вообще, наверное, да. Отменяем эту фишку. Очередная мудрость Дмитрием Корбином была да, дропнута. Да. Вот, и все, я как-то, конечно, перестал после там, этого турнира так делать. Вот, а потом был Manila Major. Самый вообще... Самый, мне кажется, жизнеобразующий турнир в карьере многих продотеров олдовых, которые каждый раз вот вспоминают в разных интервью. Вот Manila Major. Да. Какой был турнир? Я там был. Это вообще... Ну, феноменальный был турнир. Это, во-первых, по-моему, поездка бизнес-классом на самолетах. Это ты там от аэропорта едешь, там в сопровождении, я не знаю, там 3 машин, как будто президент какой-то, я не знаю. А автопати там тоже офигенное было. Блин, это времена, когда на каждом турнире проводили автопати. Вот это лучшее время доты было. Это вообще, это столько общения, знакомств, новых эмоций, впечатлений. Это прям... Слушай, кайф был. Тогда меньше команды прятались по практисам и менее закрытыми были, и все между собой очень много тусовались. Не все так было профессионально и серьезно. Да, просто сама индустрия была непрофессиональна до такой степени, поэтому, наверное, это просто такая вот особенность зарождения индустрии. Да, именно так. Там как раз, я помню, такой у нас интересный еще конфликт произошел со скандалом. Там что-то была ситуация, мы сыграли матч в лузерах, выиграли. Он играл на ДК, вот, мы ему там его взяли. Ну, вообще, он там хорошо сыграл, все четко, у нас там хороший получился драт, мы вообще все слаженно сделали, короче, без проблем обыграли. Там команда Eternal Envy, по-моему, мы их выиграли. Там C9, может, на тот момент они так и назывались. Вот. И мы их, короче, уверенно обыграли. Все такие на позитиве, заряжены, думаем, все, заебись. Пишут в групповой чат, скандал, что-то типа, так, ребят, 6 часов, давайте соберемся, есть разговор. Мы приходим, и он говорит, парни, это полный пиздец, мне вообще не нравится, как мы играем, и мне вообще не хочется играть на тех героях, на которых я играю. Я хочу играть на этих. Ну и, короче, он жестко начал свою линию гнуть, причем именно в таком доминантном формате, где он максимально, не слушал других людей, особенно, то есть он не был там каким-то драфтером, он не был там каким-то колером, он выполнял просто роль обычного игрока, обычного мидера. Собственно, тогда что Роман Скандал вообще прям жестко перегнул, создал вообще неприятный вайб, было прям очень плохо, я не знаю, то есть у него еще просто там аргументы были, максимально какими-то неподкрепленными, я не знаю. Короче, он просто на пустом месте вообще какую-то раздул хрень, и это, собственно, повлекло потом, закономерный луз. Мы там с лошадей играли, 0-2 им проиграли, ничего у нас уже там не особо не получилось, но, наверное, и закономерно. И уже после того турнира, конечно, начали ходить как бы вот эти вот такие в команде служки, что типа, ребята, как будто надо его убирать. Вот. И, короче, да, мы тогда уже, я помню, к этому выводу пришли, но мы еще, по-моему, до Manila Major отобрались на Наньянг, турнир в Китае, и решили, что окей, этот турнир будет последний в нашем составе, потом будем менять. Ну и сам турнир, там очень много всяких активностей было, прикольных много. Там одна из, это вообще шок для меня, там, значит, что было? Нам подходят и говорят, типа, не хотите в шоу принять участие? А мы такие, давайте, а мы уже вылетели, если не ошибаюсь. Делать нечего, и типа, давайте. Приходим, а там, короче, суть шоу, сидят китаянки,
топ-модель вообще, 10 из 10. Ну, типа, я еще пока не уверен, что я встречал даже красивее китаянок. Как минимум в жизни точно. Там они какие-то, ну, вообще прям с обложек журнала. Вот. Прям подготовленные все вообще такие в форме. И заходим мы. Такие чисто деревенщины, значит, такие дотеры вообще там в шортах, их там поло там каких-то грязных, я не знаю. Ну, короче, такие. Сразу понятно. С деревни ребята такие. Вот. И суть шоу. Садитесь, парень-девушка, вот так, типа, за стол вокруг, и вам дают бумажку, типа, берешь бумажку так в рот, и ты вот так вот, типа, передаешь, вот так, а она должна откусить. Кусаете вот так по очереди, но кусочек становится все меньше и меньше. Когда кто-то либо, ну, не откусывает, или как-то так, или там отказывается, типа, он проиграл. И проигравший должен с кем-то, я вот не помню, как определялся с кем, пойти, типа, шарик, допустим, вот, ты сел, вот я сел такой, шарик вот так вот сюда положил, и она вот так должна вот так вот сесть и лопнуть его. Хороший тамада и конкурс интересный. Было здорово, я так скажу. Но... Ну, скажи мне уровень честно, ты был неловкости- смел там с этими бумажками? Конечно, Ты дошел да. до конца бумажки? Да нет, конечно. Я очень смутно помню, как это все происходило, но уровень неловкости был запредельный. Вот что Ну я да, слушай, чувствую. учитывая ваш возраст на Ну, тот момент да. юный, у вас же, наверное, еще зашкаливало... Гормоны зашкаливали. Конечно, там, ну, еще как бы, ну, мы дотеры, блин, максимально вот эти вот асоциальные. Живые женщины. Да, то есть я вообще был в шоке, я помню. Но было прикольно. И, короче, все, да, после Наньянга, это как раз был конец лета, новый сезон примерно там что-то начинался. Ну, там еще Квалы на Инт мы играли, тоже со скандалом, точно, как я мог забыть. И мы их проиграли как раз тем же, кстати, самим Секретом. Финальный, ну, там наш был матч. Они, если нас выигрывали, они сразу напрямую проходили на Инт. Там еще была группа, где первое место сразу на Инт проходило. Другие два места проходили типа в плей-офф или типа того. Вот, там остальные что-то вылетали. Какой-то такой был формат. И мы играли с ними матч. Если мы выигрывали, мы оставались типа то ли в переигровках, то ли в плей-офф, а они сразу, если нас выигрывают, то напрямую проходят. Вот. Ну и, короче, для обеих команд был очень важный матч, и мы его играли там что-то час с чем-то. Там Рома на ТБ, я помню, играл, я не помню, на ком играл. Точнее, я вообще никого не помню, только помню, что он на ТБ играл. И мы Потому могли... что роман на ТБ — это Ну да. золотая классика. Это классика. Вот, и он там... Ну, короче, мы реально имели шанс выиграть, но, опять же, в силу где-то нехватки опыта не получилось. Но я прям помню этот матч. Ну, короче, да, непростой был период. Мы проиграли, и потом все, как бы состав понимали, что будет переформироваться. Рамзеса тогда забрали в ВП, потому что, оказывается, его контракт был там каким-то максимально хреновым. Хотя, когда Димон там был в Империи, он сразу говорил, он сразу видел в Роме потенциал. И он говорил Стрэнджеру, бля, вот этого чувака ни за какие бабки отдавать нельзя. Ну, Стрэнджеру было пох, он там как-то, у него там свое видение, свои какие-то ценности. Ну, и в итоге у него вообще, по-моему, контракта и не было. Или что-то такое у Ромы. Ну, А или у ВП какой-то. тогда было много денег. Да, ну, короче, в итоге все сложилось, как сложилось. Собственно, поменялся состав, Да. и вот вы на первом инте на вашем. Как вы на него Да. попадаете? В общем, да, Рому у нас забрали, состав переформировался, и мы, получается, взяли Фена, Чапи и Кингер. Вот такой вот, получается, состав. Мы с ним каким-то периодом этот состав, поиграли, а потом мы взяли Роджер. Вот что я помню. И мы прошли квалы на саммит. Этот был турнир перед интом, перед квалами на Инт, точнее. И мы на этот турнир прям целенаправленно поехали, чтобы просто кайфануть и отдохнуть. Я вот прям как сейчас помню. Это вообще прикольный был экспириенс получился, потому что мы приехали, мы 0-2 проиграли. Мы не то, что мы прям планировали 0-2 проиграть. Мы хотя бы, мы что-то пытались, старались, но не получилось. Но и не расстроились, Конечно, правильно? не расстроились. Все, у нас там была неделя где-то, мы просто ездили, кайфовали. Там еще Серега Невод, он тоже там был, он там арендовал тачку, он там нас возил. Мы вообще там, просто катались по Лос-Анджелесу вообще. Для меня это вообще было очень классно, интересно. И потом начались квалы на Инт, к которым мы, получается, постарались подойти как раз в максимальной какой-то форме. И мы реально вообще там разъебали. Мы проиграли 2 матча в группе, 2 раза проиграли с Брудой. Я помню, Чапи на кэрри Бруде играл. И мы типа пытались такой пыль в глаза пустить. По-моему, даже сработало. Кто-то ее потом в плей-оффе банил. Мы прошли в плей-офф, и в плей-офф мы просто 2-0, 2-0, 3-0. И все, и вообще типа очень уверенно выиграли квалу. И не помню, что там было между квалой и интом. Может быть, какой-то отпуск. Ну, а потом, собственно, сам инт. Такое тоже грандиозное событие. Первый мой интернешнл, 7-8 место, там тоже сенсационная победа над ЕГЭ. It's going down 2700. They find the Wagman as well. It looks over for EG.
И, получается, мы пришли к плей-оффу, ну, попали в плей-офф, там первый раунд, я не помню, с кем играли, по-моему, опять как раз Eternal Envy был, мы опять его в лузерах ёбнули. И потом, получается, вот был матч с ЕГЭ, да, тогда же еще и Резоль пошел, ну, играл на замене, потому что Чапи просто не смог визу получить. Тоже такой интересный момент был. Вот, и на самом деле я прям тогда помню Резоля, как вообще, ну, как папу какого-то, я не знаю. Ну, Хотя ему тоже было 5 лет на тот момент. Резоля-то? Ну да, ему-то он был совсем Не, ну юный он уже еще. был таким немного состоявшимся игроком, Ну, как уже игрок, опытным. да, Вот да. я больше в этом плане. И от него вот прям тоже исходили такие лидерские вайбы. Прям чувствовалось, что вот он очень в себе уверен. Он как-то и вел себя, и общался как-то очень уверенно. И ну, на тот момент меня, ну, короче, в моих глазах он выглядел вообще таким отцом, прям доты, я не знаю, ну, прям лидером, крутым вообще игроком. Я вот не знаю, получилось ли у нас Чапи бы занять то же самое место или нет, но, как ни крути, мне кажется, с Резолем мы заняли тоже достаточно достойное место на тот момент На для тот нашего момент, состава. да, точно, да. Вот, и он точно сыграл очень, ну, ключевую роль. Я думаю, не только я на него смотрел, и как бы просто даже, ну, заряжался его энергией, его аурой. От него реально тогда исходила такая вот лидерская положительная аура. И вот, собственно, в матче с ЕГЭ, да, мы их выиграли, и как будто... Потом после него был день перерыва, и вот за этот день перерыва, мне кажется, мы его вообще очень неправильно реализовали. Я помню, как будто тогда закрадывались всякие мысли, знаешь, типа о том, сколько выиграли, а тогда интернешнлы богатыми еще были, а ну, а для нас так вообще. И я точно помню, как и уже там какие-то мысли о деньгах, типа, ебать, там... Гостик с нами был, я, кстати, понял. Не Afterlife, Гостик с нами был, вот, я только сейчас понял. Блин, там же еще вот это событие было, что когда мы с Жотму, там еще Жотму остался у нас тренером, я с ним готовился, я драфтил, и мы с ним готовились, приходим в кабинку на матч, первая карта, и я хочу достать бумажку, ну, типа, блокнотик, где расписано все. Мне Гостик спрашивает, что, Эрик, ты помнишь, ну, помнишь, кого банить? Я такой, ну, конечно, помню. Такой же чуть ли не тянусь, и он говорит, ну, бань Шейкера тогда. И я такой, ну, окей, и забанил. И в эту же секунду, там, 5-секундное молчание, и я понимаю, что мы его не его хотели банить. Мы вообще хотели, типа, его специально отдать, там, каким-то героям законтрить. А уже и все. А уже все. И я такой, пиздец. Мисклик. Это капец, ну, такой момент остался навсегда в моей памяти. Я с тех пор, мне кажется, всегда тяну, вообще максимально оттягиваю пик, всегда обдумываю, прокручиваю. Мне постоянно говорят, ну, Ярик, ну, ты можешь пикать быстрее. А ты такой на легкой тревожке, да, что типа я точно то делаю, что должно быть. А я такой, если не хотите пикать, если хотите пикать, пикайте сами. Я не буду нажимать. Да, такое. я нажму только, когда все обдумано, все проверено, все уверено. Вот. И, короче, да, это капец был. Но мы отдали им что-то, какую-то котла отдали. У нас была идея против котла тоже, какая-то, ну, какая-то более-менее такая неуверенная, типа против Шейкера была более уверенная. Но я думаю, мы бы им так и так проиграли, на самом-то деле. Но вот факт остался фактом. Вот такая вот ситуация произошла. Но мне это точно стало уроком на всю жизнь. Ну, видишь, ты же его усвоил, получается. Ну, я Он думаю, пошел на не пользу. раз я потом этот момент вспоминал, и вот, собственно, мне, как драфтеру, уже в будущем пригодилось. Ну да. С Team Empire связано еще одно имя сейчас довольно известного человека, Никса. И он неоднократно в своих высказываниях говорил, что ну чуть ли не он учил тебя играть, учил тебя пикать, и большое влияние на себя оказал. Что ты можешь сказать по этому поводу? Как на самом деле ты воспринимаешь фигуру Саши в своей карьере и бытность вашу тиммейтами? Ну, в Team Empire-то он поиграл недолго, буквально там одну квалу мы вместе успели сыграть. И успешно. А после этой квалы его убрали, мы прошли на Эпицентр, второй, по-моему. Блин, кстати, тоже такой пиздатый был турнир, я помню. Короче, я с ним очень мало успел в Team Empire поиграть, а потом, спустя время, уже после Singularity, тогда еще было время, когда в Доте играли пятером паблик, Капитан Смот, и меня что-то позвал Алагон, вот, он что-то на меня вышел как-то, и что-то мы списались, он говорит, там, йоу, там, давай, там, залетай, вот командочка, вот такой составчик. И тогда я начал играть с Никсом как раз. Мы там очень успешно начали играть вот эти паблики, мы там, стрик у нас был, не знаю, 22 или 23 победы, мы прям вообще разносили. Потом начали играть уже какие-то КВшки командные, как команда, и вот так началось, ну, как бы, начался мой этап вот именно игры с Никсом. Мы там многое очень пережили, на самом деле, разные составы, мы как-то все равно держались друг за другом. Мы... На самом деле, с Ником всегда было очень приятно проводить время, вне игры, как минимум, точно, вот вообще всегда. Мы всегда столько историй там травили, рассказывали, всегда классно смеялись, шутили, прям классно очень время проводили.
Но в игре, конечно, Санек другой человек. Вот. Я думаю, что он излишне нетерпим порой к другим, и сам при этом прикладывал всегда очень много усилий для победы. Он, мне кажется, брал больше, чем мог сам осилить. Есть Вот. такое ощущение, что это перфекционизм чуть-чуть на грани одержимости? Ну да, можно так сказать. Вот. Он, типа, мог работать именно в таком состоянии, но недолго. Вот. Самый яркий, наверное, пример для меня — это как раз вот Hellraisers, когда мы поехали на буткемп в Киев перед ковидом как раз. Буткемп, на котором мы еще на 3 месяца застряли. И тогда как раз я помню хорошо, что, во-первых, мы приехали, что-то там играем, все неплохо, все динамика прям положительная. А потом в какой-то момент мы узнаем, что ебанул ковид, все закрыто, мы застряли на неопределенный срок, непонятно, что делать. И, мы типа, давайте играть, что еще делать? Давайте как-то жить дальше, что-то придумать. И вот я там хорошо помню, что первый месяц, вот точно где-то, там, может, 3-4 недели, все было неплохо. Рабочие моменты, все разрешалось, все довольно терпеливо, как-то спокойно, адекватно. Потом начался сущий кошмар, как говорится. Начали фониться? Саня начал уже быть менее терпеливым. Я прям помню, как он жестко горел во время каких-то игр, когда что-то шло не по его плану совсем. То есть он, во-первых, он там драфтил, он колил, он играл там на многих героях, он там пытался давать различные советы, постоянно решал какие-то спорные моменты, там, ситуации. И, я говорю, поначалу это получалось. Там еще и Роджер очень хорошо играл, прям много корил, а он еще как раз тогда только после ВП тоже, на опыте уже приобрел какую-то мудрость тоже некую. И мы прям вот на этой волне первый месяц прям хорошо двигались, там, не помню, не особо что-то выигрывали, но и неплохо играли, вот так я бы сказал. С начала второго месяца начался вот этот сущий кошмар, и Саня стал менее терпеливым, Вован и Роджер стал каким-то уже не таким меньше стал говорить, меньше колить, он как будто уже, то есть он игрок вайба, в моем понимании вообще. Да. Он вообще в целом очень зависит от окружения, Да. в хорошем смысле, он перенимает общий вайб. Да, и вот поэтому, как только, видимо, Саня начал негативно уже какой-то негатив выдавать, как-то негативно влиять, он тоже, видимо, резонировал и не смог уже поддерживать какой-то и свой уровень игры, и какую-то тоже доброжелательность. Вот. А Саня там, он реально где-то порой мог даже перегнуть. Он очень прямолинеен порой в своих высказываниях, также прямолинеен к тиммейтам, как бы за словом в карман не лезет. Вот, то есть тоже мог очень грубо высказываться о каких-то ситуациях, о каких-то чертах, я бы сказал, характера, о молчаливости, о неуверенности, об отсутствии какой-то ответственности, об неумении, точнее, скорее брать ответственность, об отсутствии дисциплины. То есть он все это как бы подмечал, он все это говорил, он все это всем высказывал. И, команда наша довольно быстро развалилась, а это было только начало второго месяца. То есть нам еще нужно было 2 месяца как-то просуществовать. Даже прям как сейчас помню, как это играли, официалка, он прям в моменте что-то встал, ёбнул по столу, ёбнул по стулу, что-то крикнул, вышел просто на улицу. Мы вообще в ахуе такие сидим, типа, Санек, подыши, там как-то выдохни. Это было сложно. Очень сложный этап. И Саня на меня тоже... Ладно, могу, кстати, один момент отметить, касающийся Сани, я вспомнил. Меня Санек, можно сказать, до депрессии в какой-то мере довел. Как это было? Мы играли тоже, по-моему, в Hellraisers, и Саня очень часто он сам как колил и драфтил, но он играл на единичке, а я играл на 5. А я не был человеком, который и драфтит, и колит. По сути, я себя таким не считал и не уверен был, что у меня как-то это получалось. Я там пытался в силу своих возможностей, так, смутно все получалось. А с Саньком это еще и в разы сложнее, потому что если ты чего-то не делаешь, когда ему кажется, что ты должен делать, он об этом обязательно скажет. Если ты сделаешь что-то и сделаешь плохо, он тебе обязательно об этом скажет. И ты думаешь, что-то сделаю — плохо, ничего не сделаю — плохо. И в итоге, просто он закапывает тебя таким образом. И очень было, сложно вообще самого себя реализовать. И вот как раз был тяжелый этап, когда он, меня постоянно тоже на этом может, даже не всегда прямо, он как-то постарался ко мне всегда по-доброму относиться. Мы все-таки много времени общались и на одном вайбе каком-то были, но в игре все равно он мог как-то жестко высказываться о моих каких-то недочетах, и особенно об уровне игры, капитанства, коллинга и прочего. И
я реально жестко задумался, блин, типа, вот я играю на пятерке, но я не капитан, я не пикаю, и типа, надо ли мне играть на пятерке, хочу ли я играть на пятерке, может, мне нужна другая роль. И я всегда реально думал, что, блин, на самом деле, может, мне нужно на другой роли играть, на четверке, потому что на четверке, типа, ни того и не требует от тебя. И вот это вот там была очень сложная неделя, я в эту неделю реально очень сильно загонялся, прям из дома не выходил, ни с кем не общался, плюс шел играть что-то там паблики, какие-то КВшки, все плохо очень как-то тоже получалось. Ну, не буду прям сильно давать подробности, но было очень сложно, вот. И что меня вытащило, я помню, из этого состояния, в один момент, ну, я ему тоже уже говорил, типа, блин, если возможность, может, мне на другой роли попробовать поиграть. Вот, и он, там, что-то состав переформировался, он говорит, вот, Ярик, смотри, есть возможность, давай на четверке попробуешь. И мне это прям реально импульс какой-то задало. Я как-то поймал реально заряд мотивации, типа, блин, наконец-то, походу, это то, что мне и нужно было. Вот, все, я пошел играть на четверке, мне реально как-то это отрезвило, как-то помогло чуть, вот, стало полегче. Но, правда, там, я не знаю, что я там, дня 2 поиграл, и он потом говорит, блин, ну, Ярик, конечно, норм, но лучше, если ты все-таки будешь на пятерке, Акселя, который был на пятерке, я на четверке, мы посадим на тренера и возьмем нормальную четверку типа Роджера. Я такой, ну ладно, давай. Окей, так и быть. Но мне уже чуть полегче было, я как-то чуть-чуть отрезвился. То есть он И плюс- тебя и вытащил из Ну да. преддепрессионного состояния и вернул в него, или как? Ну, Вот по тут? сути, как, наверное, так оно и бывает. Тот, кто тебя закинул туда, тот тебя только и может вытащить. Наверное, так оно и бывает. Саня, в итоге в твоей жизни и истории персонаж позитивный, негативный, или Да вот я что так- это за персонаж в твоей жизни? Ты можешь как-то финализировать, суммировать? Да я говорю, я никогда не рассматриваю, ну, вот именно ситуацию типа черно-белой. Ну, просто как вот оно было, так вот и вышло. Но я бы сказал, что точно он один из ключевых, наверное, персонажей в моей жизни, которые повлияли на становление меня таким, как я есть. Но я бы не сказал, что он сильно повлиял на какой-то мой игровой опыт. Вот, если говорить про игру. На мое становление личности определенно. А вот именно в плане игры, то, что там типа что-то учил драфтить, ну, мы вместе учились, не знаю, я бы не сказал, что он меня конкретно чему-то учил. Да, он точно пытался передать какие-то свои знания, какие-то свои паттерны, какую-то логику. Но я бы не сильно, ну, я бы не сказал, что я прям вот что-то перенял. Я даже не могу чего-то конкретного вспомнить. Где-то у меня что-то получалось, где-то у него получалось. Мы просто как-то в тандеме неком таком работали. То есть мы же там были периоды, когда я драфтил, когда он драфтил. Вот, там на том же, ну, короче, на каком-то турнире там я говорю, там, типа, у меня что-то не получается, давай ты там подратишь. На каких-то квалах, наоборот, он говорит, там, у меня не получается, давай ты подратишь. И мы как-то в этом плане друг друга поддерживали. Но я бы не сказал, что он был там каким-то жестким ментором по игре. И в этой уютной атмосфере Как буквально человек, который вышел в отпуск. Теперь по-настоящему пришло время обсудить Team Spirit. Чтобы говорить о Team Spirit, нужно начинать с Yellow Submarine. Когда вы собрались в Субмарине, каким было твое первое впечатление от довольно зеленых, молодых очень игроков, о которых еще никто толком ничего громко прям не слышал? Я прям помню, кстати. Мы начали играть, и, ну, у меня уже все-таки был опыт, было с чем сравнить. И я такой, что-то мы поиграли первые 2 дня, и я, ну, наверное, не могу сказать, что выделил там кого-то как-то по общению или типа того, но вот мы играем, какие там КВшки, и что-то бац в один момент выиграли, бац что-то в один момент выиграли. Как-то это все довольно для меня даже внезапно казалось, то есть обычно я как бы мог уследить, ну, за какой-то динамикой игры, развитием, а тут что-то играем, бац, что-то убили, выиграли, бац, убили, выиграли. И как-то это для меня даже неожиданно было. И потом я еще отмечал какие-то микромоменты, и они что-то там нейтралками могли обменяться, какие-то вот микропотные фишки у них были уже на тот момент. И я это прям такое отметил, что стало для меня удивлением. Вот. И также отмечал, что я как ни посмотрю, у них шмоток что-то дофига, у магии и Илюхи постоянно. Вот что-то игру играем, что-то прокликиваю шмотки, а у них просто до хрена. Я думаю, блин, так вообще и должно разве быть? И вот это было моим первым впечатлением, что я подметил какие-то микрофишки, какие-то постоянно высокие нетворсы, и вот что игры вроде такие что-то идут своим чередом, а там бац, и выиграли. Вот, наверное, первые такие вот тезисы, которые я для себя подметил. Как ты отвечал себе на вопрос, какова твоя роль в этом составе, почему тебя в него позвали? Может быть, Дима тебе как-то аргументировал их выбор, тебя конкретно?
Да, еще изначально, когда мы с Димоном встретились, ну, он просто сам в меня верил, вот, хотел снова со мной поработать. Как-то, когда мы еще обсуждали, он сразу уже давал мне понять, что в этом составе все будет как-то посерьезней, что не хотел бы, ну, не хочет давать мне спуска. Он знал там примерно, насколько я ленив порой бываю, и все подобное, вот, и поэтому говорил, что давай, Ярик, здесь надо как-то по-серьезному, здесь будем стараться, все дела. Также, ну, интересовался вообще моим желанием, насколько я готов выкладываться там на полную и прочее. Вот, и то есть он мне сразу дал понять, что здесь будет все серьезно, вот, в этом составе. Я как бы такой, конечно, согласился. Ну, то есть я всегда как бы, мне казалось, я всегда был готов, но как будто просто в некоторых составах не получалось. То есть все равно не все так серьезно было, вот. А здесь, да, сразу все было серьезно. И он мне еще сразу также дал понять, что, ну, очевидно, я в силу своего опыта желательно, что делился там, где-то помогал, где-то что-то подсказывал, советовал тоже. И то есть он мне тоже как бы сразу заложил эту идею. Да я это и сам как бы, ну, по наитию уже понимал, что, ну, очевидно, я тут самый такой уже в плане игры возрастной игрок, да и в целом был старше всех, кроме Айрата, получается. Ну, я и сейчас самый старший, как ни крути, вот. И я сам понимал, что где-то точно нужно будет поделиться каким-то опытом своим. Вот. Ну вот говоря об опыте, ты на тот момент уже обладал разнообразным опытом, не весь он был положительным. Мы с тобой уже обсуждали, что старая школа про доты сильно отличалась в подходе, в межличностных отношениях. И вот у тебя есть там 4 молодых тиммейта. Что ты им привнес нового, учитывая свой опыт? Знаешь, что типа я не дам вам совершить там тех ошибок, которые совершали другие игроки там на про-сцене, и что нового они тебе показали и дали, чем они разительно отличались от предыдущих твоих тиммейтов, если говорить не только о непосредственно геймплее исполнении? Ну, наверное, точно могу отметить какую-то целеустремленность, вот, какую-то жажда, ну, побед, вот. То есть именно отличала, ну, какая-то дисциплинированность тоже поначалу. Ну, то есть не дисциплинированность, не знаю, то есть сколько они играют пабликов, как много они именно обсуждают доту, сколько они вообще внимания игре уделяют, как они общаются между собой, ну, насколько прислушиваются к мнению друг друга. То есть вот, наверное, что я точно мог отметить. Ну, то есть мы как-то сразу у нас начались довольно такие теплые дружеские отношения как-то начали зарождаться, где мы больше друг друга слушали, поддерживали, делились мнением и искали именно какой-то вот ключик к командной игре. То есть как раз вот, ну, к какому-то общему видению, настрою. Вот. Смотри, для меня не очевидно, когда ты говоришь, что они отличались своей жаждой побеждать, но мне кажется, что любой проигрок на тир-1 уровне, на высоком уровне, скажем так, он жаждет побеждать, он хочет побеждать. Но я не первый раз слышу, что вот действительно игроки там старой школы отличаются от игроков новой школы меньшим рвением, там, меньшей жаждой до побед. А в чем это проявляется? Ну, то есть неужели, если ты играешь профессионально в доту, ты по базе должен хотеть поигрывать? В чем различие подхода, я не знаю, желания этого? Как ты это чувствуешь, что вот эти хотели побеждать больше, чем там условно мои бывшие тиммейты? Ну, это во множестве аспектов проявляется. То есть в общении, то есть как люди общаются, как они, ну, не спорят именно, а вот пытаются прийти к какому-то общему мнению, общему видению, делятся именно, ну, как-то аргументируют свою позицию. Не так, чтобы они спорят, чтобы просто доказать, что я вот прав, а так, что вот они именно вместе хотят прийти к чему-то общему. Да, там бывают какие-то разногласия, но они не закрывают на них глаза. Типа, ну, блин, ну, короче, с тобой все, впаду с тобой спорить, я останусь при своем, останься при своем. То есть вот не так было, а наоборот, блин, я не совсем, может быть, до конца понял твою позицию, давай попробуем еще как-то поговорить, ну, пообщаться, давай подключим кого-то третьего, может, чтобы он как-то нашим, ну, стал третьим мнением, и мы, может, к нему учим, ну, еще дополнительно, в общем, человека ввели наш диалог, чтобы, опять же, прийти к какому-то общему умозаключению. То есть вот что точно отличает. То есть это, как вот я же говорил, что даже на этом инте последнем стало где-то уже лень разговаривать. Это вот и есть, ну, та проблема, с которой огромное количество игроков сталкиваются. Они просто не умеют общаться, вот, не понимают, как им лучше там донести свою мысль, идею.
и просто могут на это забить. Хотя, ну, и остаться при своем. И так, и как бы и в каком-то моменте не прийти к какому-то общему мнению. То есть не всегда даже бывает правильная какая-то позиция. Главное, чтобы вы вместе думали в одном ключе, в одном направлении. Вот. И это очень вот, важно как раз именно в команде. То есть у вас же 5 человек, и очень важно, чтобы вы все думали об одном, вы все хотели одно, вы все вот, видели ситуацию, и вы все понимали, кто какую роль в ней исполняет и так далее. Ну и в этом, конечно, нам очень много помогал и Дима, и Айрат, тоже ввиду своего уже огромного опыта. Ну и в целом они уже такие, как более взрослые люди, такие со своей мудростью. Вот, тоже где-то нам как раз помогали разрешать какие-то вот такие споры небольшие. Мира мне уже говорил в прошлом выпуске, что многим игрокам, дотерам не очевидно, в чем секрет Team Spirit. Он в том, что ты сейчас перечислил? Ну, это одно есть точно. Что бы ты еще добавил в ответ на этот вопрос? Мне кажется, у нас еще коллектив получился очень из адекватных людей. Вот, что могу отметить. То есть я просто, с многими игроками играл, и я видел, как они себя ведут, как они вообще делятся своими эмоциями, как они вообще разрешают какие-то конфликты, какие-то споры, сколько они там сдержаны в моментах. Здесь все, каждый человек, никто не перегибал лишнего. То есть вот у нас, получается, вот как раз с Обедом возникали такие конфликтные ситуации, в которых мы не могли прийти к консенсусу какому-то, вот, и доходило реально до конфликтов. Но вот в этом составе уже, когда мы взяли Миру, все как-то уже начало, как-то легче все стало. Вот. Любые обсуждения, они шли как-то спокойно, размеренно. Каждый делился своим мнением, каждый выслушивал позицию друг друга, и вы там уже как-то приходили к чему-то общему. Никто не пытался там отстоять свое мнение просто, чтобы оказаться правым. Каждый понимал, что он может быть неправ в какой-то ситуации. Вот, мы друг другу доверяли, верили также в идеи друг друга. И вот это тоже очень такая большая отличительная черта, как мне кажется. То есть эмоциональный интеллект довольно развит был у всех. Вот что я могу отметить. Вот, только с Саньком, опять же, могу, наверное, сказать, что возникали трудности, но даже он тоже в силу своего вспыльчивого характера все равно шел порой где-то на уступки. И мы, в любом случае, мы бы не добились того результата с кем-либо другим. Если тебя спросят там, через 10-20 лет, не знаю, дети, внуки, ты стал чемпионом 10-го НТ. Что стояло за этой победой для тебя? Из чего состояла эта победа? Я этот период вспоминаю как некий поток. Вот этот вот наш состав и вот этот вот путь до НТ, это все как будто по одному течению такому шло, по правильному курсу, и вот никто не сбивался, не выбивался, то есть все как будто делали все, что нужно, каждый был на своем месте, все мысли, которые приходили, они все были достаточно правильными, и то есть реально как какой-то поток вот, всеобщий такой мы поймали, и просто вот шли к цели и пришли. Вот. Но за этим точно стояло высокий уровень дисциплины, то есть никто не выбивался, все делали, каждый делал, что он должен был делать. Вот. Вспоминая лично себя, примерно так, я вообще не задумался ни о какой усталости, и я ее даже и не чувствовал. Я всегда, все мои мысли были настроены на то, что мне нужно сделать, чтобы себя чувствовать достаточно уверенным, бодрым, энергичным. То есть я там соблюдал режим, и мне даже то есть у меня там была тоже дисциплина, я там делал одни и те же действия, и даже не задумывался о том, хочу я делать или нет. Я просто чувствовал, что так надо, это мне даст максимальную уверенность в самом себе, это мне даст там где-то выспаться. То есть, не буду уж там перечислять, какие именно действия, но вот прям распорядок дня у меня был всегда одинаковый, я всегда делал одно и то же, и я даже не задумывался над тем, хочу или нет. Я просто чувствовал, что вот так надо, это мне, таким образом я буду в максимальном ресурсе, и все, вот, как-то так. Смотри, если для остальных ребят эта победа была скорее, наверное, как вот сказка, знаешь, результат ошеломительный в первый же год профессиональной карьеры, то для тебя этот путь был гораздо длиннее. И, наверное, эта победа для тебя была самая долгожданная. Помнишь момент, когда ты осознал по-настоящему, что ты реально выиграл? Что ты реально чемпион НТ? Наверное, моментом поднятия Аегис там вообще, некая какая-то эйфория, какой-то шок,
переполнение эмоциями, поэтому там, скорее всего, явно я не очень осознанно мыслил, вот. Да я бы не сказал, что это наступило в какой-то конкретный момент. Типа я вот такой проснулся, такой, о, все, теперь я точно понял, я чемпион, там, интернешнл, все дела. Мне кажется, это все постепенно как-то, вот каждый день там потихонечку, по маленькому кусочку вот приходило и все. Ну, короче, я бы даже не сказал, что я об этом задумался. Я думаю, мне эта победа больше всего дала уверенность в самом себе и особенно уверенность в тиммейте, в подходе. То есть это как бы стало максимальным наилучшим подтверждением, ну да, типа принципов работы, к которым мы прибегнули, и это лишь подтвердило, что все, что мы делали, это было правильным. И теперь, ну, это давало некую уверенность, что если мы продолжим работать в том же духе и будем стараться точно так же, мы сможем побеждать, ну, еще. И это также подтвердило то, что, ну, блин, вот мы победили, каждый выложился на максимум, поэтому у меня теперь нет смысла даже сомневаться в том, что кто-то не на том месте. То есть и даже нет смысла задумываться о каких-то там заменах и прочее. Вот что мне это точно дало. То есть максимальная уверенность в самом себе и в тиммейтах. Ну и в организации, и в структуре, и в подходе. Вот. Можно ли сказать, что даже спустя какое-то время с точечной заменой Сани все равно осталась система, в которую вы верили, поэтому она снова продолжила работать? Да, конечно. Да и это просто нам показало, задало некий шаблон, что ли. И в плане понимания, и в плане мышления. Вот. То есть, да, там у нас произошла эта замена, но условно игрока, которого мы взяли, мы все равно в нем видели, грубо говоря, какие-то такие качества, которые необходимы для того, чтобы побеждать. Это, наверное, уже больше такой подход Димона. То есть раньше же как было? Месяц-два поиграли, не пошло, дисбанд. Давайте менять вот этого или вот этого. Поиграли месяцок, вот этот что-то опять не пошло, квалы не прошли, дисбанд. А здесь же вообще был у нас иного рода подход. Это, мне кажется, как раз Димон привнес вообще в целом в мир Дота, потому что вот он как раз был сторонником таких идей, типа, если что-то не идет, нужно двигаться дальше, нужно разрешать эти всякие конфликты, ситуации, которые не нравятся, разговаривать прежде всего, делиться своими мнениями. Вот. Убирать вот эти всякие недосказанности, мне кажется, это вообще, бич доты такой, вот эти всякие какие-то умалчивания, недосказанности, утаивания, какие-то обидки, которые копятся внутри. Та самая переписка. Он написал мне, я написала ему, они между собой обсудили, а третий не знал, вот это дефолтная дота. Да, вот эти всякие какие-то сплетни, не знаю, утаивания, какие-то вот умалчивания, говорю. То есть очень важно как раз, если тебе что-то не нравится, если ты чувствуешь, что что-то идет не так, если тебе кто-то не нравится, ты не ищешь, выход в том, чтобы заменить, а ты пытаешься с этим человеком эту ситуацию разрешить. И вот это вот самый важный, наверное, подход. И как раз, мне кажется, именно Димон и смог его привнести. Вот. И, собственно, как раз теперь мы старались придерживаться такого же подхода. Вот. Как можно больше обходиться без замен, как можно дольше держаться вместе, разрешать вот всякие вот эти ситуации. И вот как раз, Дэн пришел, мы сразу понимали, что мы даем, нашему составу год. Получится, не получится, сразу получится, не получится. Не так важно, будем работать дальше, играть дальше, стараться, работать вместе. И это тоже доказало, потом мы смогли доказать, что неспроста это все было. Вот. Как ты думаешь, с твоим уходом в отпуск сейчас система продолжит работать? Время покажет, насколько она сможет дальше так работать. Вот. Мало ли что-то все-таки поменяется в будущем. То есть, не всевидящие все же, чтобы так утверждать. Но я уверен в том, что как минимум этой системы будут придерживаться. Вот, я вот это хотел сказать. Я лично тоже верю, что все может получиться, если каждый будет стараться, выкладываться, верить, работать, то я уверен, что и без меня спириты также смогут добиться успеха. А предположим, без Корбина? Без Корбана, думаю, тяжелее. Но на самом-то деле и Димон уже, мне кажется, тоже не тот уже, кем был раньше. Честно говоря. Все-таки он тоже сколько уже? Он уже сам возрастной человек, и сам сколько он уже вообще в целом в доте. Я, на самом деле, удивлен, откуда он берет силы. Потому что мы ведь с ним, по сути, вместе весь этот период, вот как вот я начал, так и он начал. Мы, по сути, вместе вот прям практически не расстаемся. Там на небольшие такие периоды расставались,
так, чисто в поисках себя снова. Вот. Ну, я, наверное, даже больше. Ну, Дима и физически, и в целом энергетически очень сильный человек. У него, правда, очень много сил в целом. Не знаю, грубо, не звучало, но немножечко подсдает позиции. Ну да, ну а что? Сколько ему уже, блин? Вот, но он в любом случае, типа, старается. Я думаю, вот сейчас, опять же, все-таки новый сезон. Поначалу всегда ты как бы немножечко такой, ну, особенно с новыми игроками, как бы немножко такой свежий взгляд, новые какие-то общения, новые какие-то моменты будут образовываться. Это в любом случае будет подпитывать, если тем более все будет как-то, ну, положительная динамика будет, точно будет легче. Вот, посмотрим, как вот Димон вновь будет справляться с этой задачей. Кого в организации Team Spirit ты можешь назвать своим самым близким другом? Это может быть не один человек и не обязательно только из команды, может быть. Ну, наверное, могу, как сказать, то, что мне в голову пришло. До появления Славы я бы назвал точно Димона. Вот, с ним я больше всего, наверное, как-то времени проводил и считал его, наверное, своим другом больше. Вот, но потом как-то, когда появилась Слава, мы как-то быстренько так замычились. Вот, и я бы сказал, что И ты ушел к другому молодому. нашелся помоложе, да. Вот, и, короче, точно Славу могу называть своим лучшим другом. Прям вообще сошлись мы по вайбу. И я прям рад, что посвящал такого человека. Получается, Слава дошутился про то, что ты его лучший друг, и вот оно и стало реальностью. Ну, знаешь, это вот в каждой шутке доля правды. Вот. Помимо их двоих, блин, ну, честно говоря, вот как будто по логике я бы должен был назвать тиммейтов своих, да? Но я вот не могу с уверенностью сказать, что вот они вот мои лучшие друзья. Мы классные тиммейты, мы прекрасно проводили время. Вот, у нас, мы создали огромное количество прекрасных воспоминаний. Возможно, со временем я буду по-другому мыслить. Возможно, сейчас я просто где-то от кого-то немножко еще не успел отдохнуть. Вот, потому что, все-таки, с Илюхой, с Магой вообще 5 лет мы вместе все пережили. С Дэном, получается, 2 года. С Саньком тоже 2 года. И с Мирой, получается, тоже. Сколько мы с Мирой были? 4 года. Вот, мне кажется, я только со временем смогу как-то по-другому взглянуть на них. Вот. Но, опять же, мне кажется, просто из-за того, что мы так были тесно связаны командой и пережили огромное количество там всяких ситуаций, стресса, там, конфликтных каких-то моментов тоже. Сейчас я не уверен, что готов как-то их прям назвать какими-то лучшими друзьями. Определенно мы, если встретимся, точнее, я даже буду рад, вот сейчас пройдет время, я буду рад с ними встретиться, что-то обсудить, всегда хорошо проведем время. Вот. Но, допустим, будет концерт, и позову ли я кого-то на концерт, не уверен. Вот так могу сказать. Не в обиду, просто вот как есть. Я думаю, со временем это, может быть, отношение изменится. Санюка могу, кстати, немного отметить, вот Торонтовича. Но как там вообще с ним было? Вот мы, на самом деле, с ним больше всего взаимодействовали в том коллективе. То есть мы вместе даже организовывали такое как бы небольшое путешествие там в Сочи, я помню. Больше по его инициативе, если я не ошибаюсь. Вот. И у нас такое там было. Он там со своей девушкой, я со своей, я там плюс еще друга своего позвал. Мы чисто впятером погнали в Сочи, там в домик сняли, организовали, гоняли там на сноубордах. Вот именно проводили прикольное время вне доты. На самом деле я еще, наверное, понял, почему вообще у меня такое отношение сложилось. Я вот так Магу и Илюху вспоминаю. Никто из нас никогда как будто никого никуда не звал. Мне кажется, нам хватало времени друг с другом в команде. И вот, наверное, реально спустя время, когда я уже немножечко по ним соскучусь, может быть, мы еще и встретимся. Точнее, мы по-любому встретимся. Начнем с того, что вы живете все друг от друга на расстоянии 10 метров. Да, это тоже. Вот. Так что со временем еще успею по ним соскучиться. Но пока что не. Дайте мне от вас отдохнуть нормально. Я бы тебя тоже отчасти отметил. Вот вы с Женей тоже, на самом деле, такие прям очень приятные люди, с которыми прям мы тоже создали много классных моментов, классно проводили время. И рад тоже, что познакомился с вами. Безумно. Ты на протяжении всего времени, проведенного в Spirit, все же для себя ощущал всех людей вокруг как коллектив или как семью? Я не могу не задать этот вопрос, потому что вот это нарочитое сравнение Spirit с семьей, оно все равно есть.
И я каждого абсолютно игрока Spirit планирую об этом спрашивать. Это с периодичностью определенной было. Ну, то есть, конечно, у нас у всех сформировалось прям трепетное отношение друг к другу, как бы к чувствам друг друга. Мы старались всегда относиться по-доброму, подбирать слова, соблюдать какой-то такт в любых моментах, в любых общениях, в любых диалогах, не знаю, по игре, не по игре. Вот. Но возникают очень стрессовые периоды, когда какими бы вы там вроде друзьями и не были, но когда там что-то жестко прям идет не так, ты все равно, эмоции все равно порой берут верх. И все равно вы превращаетесь скорее в какой-то рабочий коллектив с какими-то рабочими моментами, которые нужно преодолеть. Когда все хорошо, да, определенно мы вот прям, точно такая вот некая семья, где все друг друга поддерживают, все друг другу внимательны, подмечают какие-то такие вот прям неочевидные моменты, перепады настроения, может, еще что-то. И вот в такие моменты, да, я точно могу сказать, что ощущалось, что мы вот прям тут такая вот компашка лучших прям друзей. Может, семья это, наверное, все-таки такое слишком грубо сказано, но вот прям такая компания лучших друзей. Комьюнити, наверное, да, какое-то. Такое вот прям общество такое. Но порой эмоции брали верх. Наверное, знаешь как? Наверное, когда атмосфера в целом базово вот такая здоровая и доброжелательная, в моменты конфликтов их, наверное, легче решать, когда все равно у вас друг к другу есть гораздо больше запаса любви, понимания и уважения, чем если бы вы друг к другу изначально относились только как коллеги. Определенно. Наверное, это смягчает все-таки эти моменты. Определенно. Это как бы есть, как бы, например, скажем так, запас терпения. Да. Вот, и в таком отношении, с такой атмосферой он просто намного выше. Вы можете ты можешь один раз подойти. Да, может, тебя там не услышат, вы как раз не сможете какое-то разногласие решить, да. Какое-то разногласие решить. Но ты такой, окей, ничего страшного, двигаемся дальше. Может, и так как-то рассосется. Бас, какой-то момент произошел, ты пошел вновь что-то какой-то этот момент прояснять. Тут уже, может, все хорошо получилось, и ты уже вновь загорелся, ты уже думаешь, да и бог, что там уже было в прошлом, уже и не так важно, двигаемся дальше. А если, наоборот, не получилось, ты такой, окей. То есть явно, больше попыток вот таких. Ты больше раз готов пойти на уступки, чем обычно. И, наверное, ты меньше боишься упасть и совершить ошибку, потому что ты понимаешь, что будет какой-то действительно запас доверия, поддержки. Да, определенно. То есть ты не переживаешь о том, что ты там сыграл очень плохо. Ты понимаешь, как бы не будет такого, что сейчас там начнутся какие-то сплетни. Да, типа мои тиммейты мне не враги. Да, ты всем доверяешь, ты все равно понимаешь, что да, ты там сыграл не очень, не знаю, какой-то турнир не получилось себя проявить, и ты понимаешь, что у тебя еще будет шанс, ты можешь постараться на следующем турнире, там как-то уже выложиться. И, на самом деле там так работает. Проиграл турнир, но следующий выиграл. Вообще пофиг, что было в прошлом. Это все вообще моментально забывается. И, я думаю, это просто, наверное, суть спорта в целом. Ты поэтому хотел уйти в отпуск на пике? Конечно. Да даже, как бы сказать, я бы хотел уйти в отпуск, понимая, что я действительно выложился. Давай посмотрим глобально на эту ситуацию. Ты очень давно не был в отпуске, и ты очень давно не отдыхал. Неужели двукратное чемпионство на Инте, двукратное чемпионство на Риаде и другие победы и регалии могут быть перечеркнуты финальным выступлением на последнем Инте неудачным? Это же перевешивает гораздо сильнее, чем какой-то один результат. Со стороны все так и есть. Вот все, как ты говоришь, это все как должно как будто работать. Это все звучит максимально логично и закономерно. То есть тебе ли переживать за это, правда, Ярик? Да, но почему-то, не знаю, видимо, может, мозг так устроен или еще что-то, я еще не до конца разобрался, но все равно какие-то поражения порой жесткий прям какой-то оставляет след. Особенно я прям вспоминаю какие-то неудачи, какие-то поражения на турнирах, ты думаешь, я возвращаюсь в отель и думаю, все, жить не хочется. Смысл мне идти спать, если я проиграл? Завтра, нет смысла, все, нет завтра турнира, зачем мне сейчас идти спать? То есть какая-то жесткая такая апатия все равно бывает нападает, и все такое. Я прям кучу раз с этим ощущением сталкивался, после особенно проигрышей. Бывали ли в связи с этим, или, может быть, в другой связи моменты, когда ты был близок к тому, чтобы завершить карьеру? Вообще, знаешь, какое-то импульсивное состояние, что ты такой, да вообще, зачем я этим занимаюсь? Не, в спиритах, наверное, нет. А до?
Ну, так не помню, на самом деле, больше. Вот чтоб я прям задумался о том, что я не хочу больше играть. Я думаю, это связано с тем, что мне просто хватало, ну, финансов, и я как бы мог себе дать какой-то испытательный срок всегда. То есть я такой, если я задумаюсь об этом, я такой, ну вот давай сейчас, Ярик, еще поиграем, там, не знаю, 3 месяца, полгодика, и посмотрим. Как-то все так постоянно динамично складывалось, менялось, что у меня даже не было времени нормально об этом задуматься. Я просто сидел, играл, и что-то пробовал, искал какие-то все время варианты развития своей карьеры. И, видимо, ну, вообще я помню, что мне просто всегда подпитывала мысль, что мне нравилось играть, и все. Вот. Всегда это... Короче, всегда нравилась игра. Сейчас уже, конечно, она как-то чуть меньше, я бы сказал, нравится, но на самом деле просто игра потихонечку реально умирает. Ну, слишком она статичной какой-то Слушай, стала. это хорошая тема. Довольно часто, мне кажется, каждый год комьюнити хоронит доту. Причем это происходит, мне кажется, с первого года, как я пришла в киберспорт работать. То есть уже почти 10 лет. Каждый год мы хороним доту. Да, Что в этом году? Короче, это, я думаю, точно связано с тем, что я уже очень много играю в доту, и меня все чаще, точнее, начинает посещать мысль, что хочется заняться чем-то в этой жизни еще. Жизнь, она, ну, одна, и не буду же я всю жизнь играть в доту. Это как-то тупо, когда в мире, ну, бесконечное количество возможностей заниматься чем-то еще. Ну, все сильнее и сильнее начинает хотеться заняться чем-то еще, поискать какие-то еще варианты. Вот. И, ну, это вот, наверное, такая самая основная сила, которая движет мной. То есть раньше мне просто всегда нравилась игра, но сейчас она действительно начинает уже нравиться меньше. Во-первых, и сама игра, на самом деле, я бы не сказал, что она действительно умирает. Она просто, в моем понимании, немного зависла. Вот она, точнее, она не развивается. Вот. Что-то, да, там какие-то патчи выходят, какие-то микроивентики, какие-то сундуки, но как будто, как сказать, это то, что и было и год назад, и 2 года назад, и 3 года назад. Нет чего-то вот выделяющегося. Типа геймчейнджера какого-то. Да. Ну да, вот нету вот как раньше, не знаю, вот реально ивенты какие-то пиздатые были. Я просто все это застал, мне просто есть чем сравнить. И я вот прям понимаю, какая игра может быть и какая она сейчас. И я просто вижу, что, ну, игра вообще не меняется. Патчи выходят, но нету какого-то вот прям, не знаю, что Пинокеру сделали не 10 полов, там, а бац, у него теперь 20 полов. Вот чего-то прям каких-то кардинальных изменений. Бац, теперь дота не 5 на 5, а 6 на 6, не знаю. Или карта полностью вообще другая. Да, ну вот карта как бы поменялась. Это вот когда ее расширили, это реально, ну, освежило очень классную игру. Вот мне прям, ну, дало новое дыхание. Вот, и новую мотивацию. Прям это было очень классно. Классное изменение. Мне это прям больше всего понравилось. У меня в продолжении нашей с тобой беседы есть для тебя рубрика. Она называется «Колесо баланса». Угу. Я тебе сейчас дам форму для заполнения. Значит, здесь есть категории: окружение, здоровье, финансы, отношения, семья, дом, яркость жизни, карьера и работа, личностное развитие. И, собственно, шкала от 1 до 10. Вот тебе цветные фломастеры, вот тебе колесо баланса. Я оставляю тебя наедине со своими мыслями. Здесь еще есть вот графы, какие сферы мне нужно подтянуть в этом году и как я это сделаю. Мне кажется, отличный повод подумать о своем отпускном периоде и ровно на это время распланировать себе какие-то цели. Да, неплохая Как идея. минимум подумать об этом. Оставляю тебя наедине со своими мыслями, с фломастерами, вперед. А потом мы с тобой это обсудим. Хорошо. Так, ну, короче, что я вот думаю? Ну, короче, начнем с простого, потому что вот есть фрагментик тут финанс. С ним все понятно, потому что деньги как будто пока что беспокоят меньше всего. Это вообще тот элемент, о котором... Короче, скажу скорее про то, что именно заработок меня не интересует. А вот именно такая немножко тема финансов, какая-то вот финансовая подушка, какая-то финансовая независимость. Это то, о чем я иногда задумался. Но пока что я думаю, что могу отметить тут 10. Так, блин, ну сколько вообще? Короче, отношения, ладно, пока подумаю. Вот здоровье — это то, что меня в последнее время чаще всего беспокоит, о чем я задумывался, и то, что хотелось бы подтянуть. Но в данный момент я бы, наверное, отметил 5 или 6. Ну, пусть будет 6. 6 закрасим. Блин, я хотел этот цвет отношениям дать, ну ладно. Так, окружение. Блин, кстати, окружение как будто меня вообще вполне устраивает. Дадим зелененький. Типа такой добрый цвет, не знаю. Меня как будто прям все устраивает, но вот, наверное, не прям
идеальным, но над идеальным надо еще подумать. Личностное развитие. Блин, я, кстати, помню период, когда я прям углубился в какое-то личностное развитие, и мне прям все так понравилось, а потом как будто я резко задумался о том, что, возможно, все это фигня. Пусть будет 8, фиолетовенький тут сюда бахнем. Вот, как будто я себя считаю таким неплохо развитым в этом плане, но явно есть еще куда стремиться, и так, немножко дается в голове. Так, карьера, работа. Блин, ну вроде неплохая карьера получилась. Но есть еще какой-то внутренний неразрешенный моментик. Надо мне еще будет для себя решить, насколько все действительно сложилось так, как я бы хотел. Так, что-то яркость жизни. Сюда желтый по-любому пойдет. Так, насколько я жизнерадостен. Блин, это, ну, на самом деле, яркость жизни это все определяется периодами, в моем понимании. Да и счастье это в целом тоже такая штука очень непостоянная. Не, пусть будет 8, но с минусом, значит 7. Ну, яркость жизни, конечно, такой пунктик, который определяется некоторыми факторами отсюда, как будто если не вытекает вообще из всех, что тут есть. Так, семья, дом, отношения. Блин, ну вот семья это вот на самом деле тот момент, ну то есть мало времени у меня получалось уделять семье, я бы даже сказал практически никакого. Ну, по-любому тогда 5. Есть тут еще над чем поработать. Так, и вот отношения. Блин, задумался над этим пунктиком, конечно. Ну, наверное, тоже где-то 5 пусть будет. Ну, напоминает некую карту желания. Я как... Кто знает, тот знает. Как-то помню, карту желания делал. Потом я им еще скажут по-любому, так, вот это Ярик повесь у себя в комнате, прибей на гвоздик и смотри. И напоминай себе. Так, какие сферы нужно потянуть в этом году? Первое, это по-любому здоровье. Это то, о чем я вот прям задумался. Как я это сделаю? Ну, блин, не знаю, займусь лечением, что? Посещу врачей, займусь лечением. Так, что тут еще, значит? Какую сферу надо потянуть? Здоровье, отношения, семья, яркость жизни. Ну, блин, яркость жизни, мне кажется, сама по себе подтянется, если потянуть все остальное. Вот. Поэтому остается семья и отношения. Ну, семья, там все понятно. Как я это сделаю? Навещу, нет, уделю время или внимание. Внимание уделю. Больше внимания. Если еще говорить про дом, куплю квартиру, обустрою ее. Одна квартира у меня есть, которая, но она еще строится. Не могу с уверенностью сказать, что вот как она достроится и когда она вообще достроится ли в этом году. Вот. Но есть у меня еще идея. Но не буду ее уж там прям озвучивать. Блин, организую свое проживание более уютным. Ну, нормально звучит. Личностное развитие. Входит ли в это условное какое-то развитие сознания, не знаю, путем переживания новых эмоций? Ладно, придумал. Пусть пока будут все-таки отношения пока. И уже придумал, чего я хочу. Я понял, что я хочу разобраться, чего я хочу. Ну, пускай будет осознать. Чего я хочу в отношениях. Ну, наверное, да. Нормально. Как будто пойдет. Не знаю, чего еще даже добавить. Ты первый раз заполнял такое вот колесо баланса? Ну, вообще, как будто я уже сталкивался с чем-то подобным, но вроде первый, да. Как тебе такой опыт?
Пока что я бы и не назвал это опытом. Просто Нет, ну, в плане, запомнил что-то знаешь и как, всё. было ли для тебя, не знаю, это полезным инструментом, чтобы, в принципе, вот сконцентрироваться на этих мыслях? Я как будто и так уже для себя определил. Ну, вот эти вот зоны, которые явно там не близки к десятке. Я как будто так и думал изначально. Вот, а о других как раз меньше задумывался. Обсудим каждую? То- Давай. Ради этого мы здесь собрались. Начнем со здоровья. Ты поставил 6. Чего не хватает тебе, как ты думаешь? Почему 6? В связи как бы с моим образом жизни, работой, деятельностью, да, я сталкивался с различными какими-то недугами. Вот, да, на самом деле даже еще с детства какие-то определенные проблемы тянутся. Вот, то есть это одна из, например, основных, это мне как-то поставили гастрит, вот, хронический, причем мне тогда, я помню, говорили. Вот, я его пытался вылечить, это еще в школе началось, там лет 16-14, короче, около того. Вот, и я помню, пытался его вылечить, там ФГД сходил, прекрасная вообще процедура. Вот, спасибо, кстати, что я узнал, что ее можно делать под наркозом только с 5-го раза. Вот, также там следующая была процедура, на тот момент она называлась зондирование, но сейчас я, насколько понимаю, это по-другому как называется. Также мне там диеты прописывали, я какой-то курс таблеток там пил. Ну, кстати, очень, я помню, прикольно было, когда я в детстве ходил еще в школу, мне говорили, что я должен приходить в больницу в такое-то время, какое-то там время быть, какой-то там курс что-то пить, что-то делать. И я таким образом, в общем, уроки какие-то прогуливал, и это было прекрасно. Я какую-то даже то ли типа ЛФК делал там, не знаю, правда, в связи с чем, я вот не помню. Ну, вот вряд ли, типа, ну, на основе проблем с ЖКТ. Тут как будто это не очень логично звучит. Но я помню, я делал. Короче, это, мне кажется, одна из таких основных моих проблем. То есть вот... Ну, также, что, можно отметить, очевидно, такой малоподвижный образ жизни, сидячий образ жизни. Вот. И как будто сейчас начинаю все чаще ощущать последствия этого образа. Вот, например, последние полгода, я бы отметил, даже чуть больше, появилось какое-то будто защемление в области поясницы, в области таза, и оно как-то вообще не проходит. Просто вот я думал, ну, пройдет, как обычно, само по себе. А годы уже не те, оно не А проходит. по году, да, годы-то уже тоже дают о себе знать, и действительно это не проходит. И вот последнюю вот неделю это как-то усилилось. Вот прям реально тяжело порой ходить. Какое-то движение не туда ногами, какая-то мышца определенно напрягается, и это прям отдает плотненько так. И я помню, ну, как раз через Русю спрашивал записаться к этому... Мануальщику. К мануальщику, да. Один раз ходил. Честно, не сказал бы, что ощутил какое-то исцеление, но в тот вечер я испытал определенную эйфорию. Не знаю. Вот я вот прям вечером сижу на диванчике, что-то делаю, и в моменте так хорошо стало, вот прям как будто я забыл, как бывает хорошо порой. Вот. Это было прекрасное чувство, и я думаю, это определенно связано было с этим. Как-то, видимо, улучшился кровоток, кровообращение. У меня вообще, скорее всего, проблемы с кровообращением, потому что у меня часто бывает мерзнут какие-то конечности, особенно когда сидишь. Я вот прям чувствую, ноги могут мерзнуть, еще какие-то участки тела. Вот, я думаю, это связано как раз именно с этим. И, то есть, определенно какую-то физкультуру мне стоит добавить. Какой-то... Пилатес, Ярик, пойдем вместе? Ну, ты гибкий, тебе пойдет. Может быть. Я пока не совсем пойдем. понимаю, каково это и что там вообще происходит. Но в теории почему бы и нет. Ну, вот здесь буквально в графе «Какие сферы нужно потянуть в этом году?» у тебя на первом месте стоит здоровье, и на вопрос, как я это сделаю, ты пишешь «посещу врачей, займусь лечением». То есть да, я немного начинается обобщил. отпуск с чекапа полного. Да, я немного, конечно, обобщил. Так, конечно, там нужно добавить еще какие-то физические нагрузки, какую-то физкультуру, зарядку, просто гуляние, ну, шаги какие-то делать, просто больше движения. Ну и режим фиксить, это все туда режим, же. диета, да, ну то есть это много там уже ответвлений идет. Финансы ты поставил на 10. Ну да, Тут, это в как принципе, будто то, что меня... То есть, на самом деле, как? Я вот еще там говорил, финансы есть, например, ну там финансовая какая-то подушка, безопасность, независимость, финансовая свобода, есть вот такие понятия. И вот какой-то финансовой свободе еще хочется прийти. То есть это когда у тебя, там, как я вычитал, пассивный доход превышает твои расходы. Вот, это типа финансовый доход, ну, свобода. И звучит прекрасно вообще, как будто, да? Но знаешь как, Ярик, мне кажется, ты вообще деньги ни на что не тратишь.
Ну, очень мало, да. Да, мне действительно. кажется, даже вот со стороны создается впечатление, ну, так как я тебя знаю давно и довольно близко, Мгм. ты, мне кажется, человек такой аскетичный. Да, действительно, действительно. То Да. есть ты там не флексишь шмотками, не транжиришь деньги, нет такого, что ты там, не знаю, вот... Да, нет желания просто. Возможно, сейчас что-то изменится, когда появится больше свободного времени. Из таких покупок это вот там... Я покупал квартиру в Питере, которая еще строится. Ну, это, наверное, такая самая большая покупка. Плюс там покупал несколько квартир там в районе под сдачу. Ну, короче, чистая инвестиция такая. Да, Инвестировал, да. это была чистая инвестиция. Вот. Ну, что там, одежду практически не покупаю. Там, ну, можно отметить какую-то некую сферу, сферу развлечений. Вот. Какого-то проведения досуга. Но тоже не сказать, что какие-то там большие суммы. И то это происходит, опять же, очень точечно и редко. Может там задонатить в дотку можно немного, и то, блин, сейчас даже компендиума нет, чтобы задонатить. Это вот, как Илюха там говорил, только появились средства, компендиум пропал. Вот. Реально очень мало на что. Вот. Ну, я думаю, сейчас в будущем я смогу изменить. Потому что на самом-то деле деньги как бы лежат. С одной стороны, они отчасти копятся, но с другой стороны, они лежат без дела. Вот. Сейчас задумываюсь о том, чтобы какую-то недвижимость в Сербии приобрести, так как у меня есть, ну, тут определенный тоже уже такой нарощенный капитал за границей. А ввиду обстоятельств не все я могу как бы в России там, ну, не могу ими всеми воспользоваться где-то в России. Вот, и у меня получается, как бы он сейчас немножко так разделен. И вот в Сербии я действительно задумался тоже о покупке там квартиры, например, чтобы в будущем было какое-то жилье здесь, за границей. А Сербия как будто отличный вообще вариант. Здесь очень много знакомых, людей, с которыми можно провести время, да и, ну, сама страна и город приятный. Вот. Много очень положительных моментов. А так, короче, вот, и как раз хотел отметить, что я не задумываюсь вообще о заработке на данный момент. То есть, наверное, раньше, я на самом деле, вот если так вспомнить, чуть ли не с появлением первых денег уже как-то вообще об этом не задумывался. Вот, там, с первых вот зарплаты, там, с Steam Empire, я как-то уже стал практически не задумываться о заработке. Ну, а там, с победой на первом интернешнле, так как будто вообще моя парадигма изменилась. Отношения. Ты поставил 4. Тут я хочу начать с того, что в паблике люди, многие до сих пор абсолютно не в курсе, в каком статусе сейчас находится твоя личная жизнь. И, наверное, последний прям яркий момент, связанный с твоей личной жизнью, который прям массово прогремел, это когда завирусилось видео, зафорсилось с Дианой, с твоей девушкой, которая на стриме кричала: «Мой парень выиграл International только что». Мне кажется, даже я только тогда узнала, что вот как Диана выглядит, что у тебя есть девушка. Как сейчас дела в личной жизни? Ну, можно сказать, что мы с Дианой-то уже расстались. Это произошло после этого второго интернешнла. Вот. Я, на самом деле, долго думал о том, стоит ли придавать как бы это событие огласке. И реально долго сомневался, ну вот, типа, стоит или нет, стоит или нет. Я даже с психологом потом вот с нашим Саней обсуждал эту тему. Ну, блин, он, конечно, такую простую вещь сказал, ну, типа, хочешь — делай, не хочешь — не делай. На самом деле, ну, так и есть. На самом деле, так и не нашел в себе ответа, насколько я это хочу, и я решил просто, окей, тогда не буду это трогать. На самом деле, в целом, не могу сказать, что сейчас как-то готов, знаешь, раскрывать и, ну, вот именно в открытую, да, особенно там, ну, делиться своими событиями в интернете. Мне кажется, это в целом такая, ну, хочется сохранять какую-то интимность в этом плане. Вот, чтобы это было чем-то таким, ну, отчасти закрытым, сокровенным, чисто твоим, ну, и с твоим партнером, соответственно. Вот, и как-то не поддавать эту тему обсуждению, как слово. Вот. Ну, типа беречь. Ну да, то есть как бы просто хранить это как бы, ну, чисто друг для друга. Ты можешь немножечко рассказать там, в каких-то общих чертах, на хорошей ли ноте вы расстались, там, что было причиной, как долго вы были вместе, там, насколько там, сразу после инта или чуть позже, как это вообще происходило? Вообще для меня вообще это были первыми отношениями, которые начались сколько, где-то в 19-20 лет, вот, и они продлились 5 лет. Мы продержались 5 лет, можно сказать. Это ничего себе, это серьезный срок. Тем более, она была с тобой со старта, то есть еще до там, побед больших и всего. Да, я бы сказал, что мы вместе с ней, ну, как бы росли.
ну, как бы созревали вообще, как личностно, ну, как личности росли тоже. Вот, многому учились друг от друга, как-то вместе вообще познавали этот мир. И, ну, конечно, были разные ситуации, приятные, неприятные, но я вообще как бы абсолютно ни о чем не жалею. Я считаю, что все, что было, это было абсолютно прекрасно. И отчасти мы расстались, может, не на самой хорошей ноте, но спустя время, то есть уже когда мы немножечко от всего этого отошли, мы потом, я помню, списались, и, ну, очень, ну, и она как бы поняла, почему все так произошло, и, ну, то есть вообще инициатором стал я, могу сказать так, вот, и, соответственно, ну, она, как, наверное, любой человек в отношениях, ну, не совсем была как бы с этим согласна, вот, она-то как бы хотела все продолжать и не понимала, почему так, а я, может, не до конца где-то мог хорошо разъяснить, либо она не совсем, может, где-то местами была готова. Вот, но уже спустя время мы вновь списались, я помню, и, ну, очень так тепло повспоминали, что было, там хорошо, ну, как бы все осознали уже, поняли, как вообще все это бывает устроено. Люди сходятся, расходятся, это абсолютно нормально, и мы просто не стали каким-то исключением, вот, и просто это жизнь, но я могу всегда сказать только хорошее, вот. У тебя в сферы, которые нужно подтянуть в этом году, на 3-м месте как раз-таки стоят отношения. И как я это сделаю, я осознаю, чего я хочу в отношениях. Мгм. То есть ты пока не понимаешь сам и хочешь ответить себе на какие-то вопросы. Ну да, я на самом деле не уверен был, что хочу эту вот именно тему там вписать, но потом все-таки как бы я понял на самом деле, что я вообще в этой теме хочу. И, ну, это в целом отчасти как бы, ну, к вопросу поиска себя в этой жизни, и особенно, ну, в отношениях, там, когда тебе необходимо, ну, с человеком прийти к какой-то гармонии, к какому-то прям максимально хорошему взаимопониманию, вот, чтобы вы не просто там хорошо время проводили, но как-то и дополняли друг друга, да, как-то вместе смотрели в одном направлении, двигались, ну, короче, как-то вот прям гармонировали. И вот мне просто нужно действительно понять, насколько мне в целом хочется именно отношений, и, ну, найти или создать, грубо говоря, да, наверное, так тоже можно, вот, такого партнера. Ну и, наверное, прежде всего ответить себе на вопрос, а я что за человек? А я вот что мне нужно? И я что за человек, и, то есть, ну, каждый человек, которого мы встречаем, является неким отражением себя. Мы можем заметить какие-то, условно, ну, недочеты в себе, когда с кем-то, ну, вообще в любых в целом взаимоотношениях. Вот. И мне действительно нужно понять вот, ну, какие-то свои, может быть, недочеты, минусы, чтобы в них разобраться, понять, типа, это минус или это просто вот то, какой я есть. Ну, короче, да, сложная на самом деле очень тема, и надеюсь, получится, в общем, в ней разобраться. Идем дальше. Семья и дом. На 5 баллов ты заполнил колесо балансов здесь, 5 из 10. Ну, семья, дом, мы подразумеваем там родители, да, место, которое ты считаешь домом Да, по-настоящему. своей обителью. Так, здесь написано, я уделю больше внимания родителям, организую свое проживание. Ну, давай обсуждать семью. Ну, семья, что там, все просто. То есть, учитывая как бы мою работу, у меня вообще не хватало времени на семью, на родителей. Тем более они живут до сих пор, ну, также в моем родном городе. Чтобы туда добраться, это нужно прилететь в какой-то город России. Потом из этого города нужно прилететь там, в Челябинск либо Екатеринбург. Потом еще на автобусе там, или такси добраться до своего города. И то есть это занимает, ну, определенное время. Нужно приложить немало усилий, чтобы все, ну, к ним просто приехать. Плюс, ну что, приехать нужно на какой-то нормальный срок, хотя бы это может недельку, чтобы какое-то время провести, как-то пообщаться, ну, просто уделить внимание. Но просто ввиду как бы моей занятости мне не хватало нормально времени, либо даже если оно появлялось, ну, нужно, чтобы я был достаточно в ресурсе, да, чтобы все вот эти вот условия соблюсти и добраться до туда и провести достаточно времени, но это тоже, ну, короче, это просто сложно было. Я не находил в себе достаточно сил и времени, чтобы уделить внимание, которое, мне кажется, я бы хотел уделить. В целом, вообще, ну, тема отношения, ну, детей и родителей для меня не достаточно ясна, я бы сказал. Я не до конца еще понимаю, как вообще я бы сам хотел, какие я вижу взаимоотношения себя, ну, со своими родителями. Вот. И как минимум вот хочется
начать с чего-то, вот. И я постараюсь, я точно слетаю на пару недель как минимум. Хочется просто пообщаться там с мамой, с папой, они там все так же живут. Ну, уже типа с позиции взрослый-взрослый. Больше да. Вот, то есть, по другим углом, конечно, посмотреть, как-то помочь. То есть я, на самом деле, родителям, конечно, отчасти помогаю, но я уверен, что с моими возможностями я могу как бы сделать их жизнь намного лучше. Вот. И я чувствую, может, не то чтобы долг, но как будто, хочется как-то своим родителям больше помочь. Но, опять же, да, времени не хватало, но сейчас время есть, и хочется часть времени уделить родителям. Вот, у меня там мама, условно, за границей не была, я ей говорю, давай, там, тебя свожу за границу. То есть, короче, как-то улучшить действительно их жизнь. Все-таки жизнь не вечна, и особенно у родителей, вот, и уж хочется подарить им тоже какие-то интересные эмоции, показать им, каков вообще бывает мир. Просто, может, даже отчасти узнать их где-то получше. Вот недавно вышло интервью с твоей мамой. Угу. Да, прикольно. По ощущениям и со стороны, она очень-очень поддерживающий человек, мне кажется. Потому что я вот читала, и это не первое, мне кажется, ее высказывание в интернете, это было она еще давненько комментировала твою карьеру. Мне понравились слова твоей мамы о том, что в ребенка надо верить, ребенку надо не мешать, нужно позволить ему быть собой, развиваться, расти там, где ему интересно. И важно не то, кем он будет по профессии, а каким человеком он станет и так далее. Мне кажется, может быть, родителям в твоем детстве и не хватало достаточно времени на то, чтобы много его с тобой проводить, но я думаю, они заложили в тебя много хороших вещей. Как минимум, они вообще не мешали. Вот что Как минимум. Я ценю действительно. Да. Они просто грубо говоря, говорили, учись там на 4-5, и все, что ли, я не помню. Слушай, тут же не только дело в каком-то непосредственном воспитании. Мы все-таки копируем поведение, поступки и принципы своих старших, взрослых конечно, людей, да, которые нас мы там окружают. примем И я думаю, что у таких родителей вырос такой человек. То есть ты будучи хорошим человеком, я точно могу сказать, что ты хороший человек, ты не мог вырасти плохим человеком у таких родителей, мне кажется. Также, наверное, могу отметить про дом, там же еще дом. Вот, и я именно дом тоже все-таки, в моем понимании дом, это как бы вот твоя какая-то обитель, в котором царит какой-то уют, тепло. Ты всегда понимаешь, куда ты можешь вернуться, тебе там комфортно, хорошо. Но сейчас я бы не могу сказать, наверное, что у меня есть какой-то вот такой дом. Да, вот у меня есть там, съемная квартира в Сербии, в которой я себя на самом деле отчасти чувствую как дома. Но я бы не сказал, что там царит какой-то уют, какое-то тепло. Вот. Типа я понимаю, что я не буду там все время жить. И вот действительно хочется что-то свое обустроить, в котором я буду чувствовать себя вообще прекрасно. Мне будет все нравиться, все как расположено, всякие фишечки, там какие-то прикольчики. Вот. И поэтому дом — это тоже то, над чем мне еще предстоит поработать. Когда ты последний раз приезжал к родителям? Вот, кстати, это очень давно было. Это было как будто какой-то зимой. Я приехал там, может, на недельку с чем-то. Это уже в Спирит было? Или... Да, это было точно в Спирит. Какой-то зимой 23-го, мне кажется, 23-го года. Вот. То есть прям давно с 23-го на 24-го. Как раз около где-то Нового года, если я не ошибаюсь. Мне кажется, это был 23-й, конец 23-го. Вот это когда я последний раз реально приезжал. А потом, все, реально не получалось. Не хватало где-то времени. На самом деле, реально, и сезоны сменились. Вот с 23-го там еще был нормальный сезон. 24-й, 25-й, это пиздец. Что бы ты хотел первое сделать, когда ты приедешь к родителям? Просто повидаться с мамой, как-то узнать, как вообще дела, как они живут, что изменилось, чем живут. Вот. Потом папу навещу, живут они раздельно. Вот. Тоже посмотрю, как он вообще, как он там справляется. Яркость жизни. Ты поставил 7 из 10. Давай раскроем. Про яркость жизни. Я когда еще заполнял, я там как раз отметил, что, мне кажется, это зависит, то есть от каких-то счастливых периодов, но счастье, оно вообще не постоянная такая штука. То есть тоже очень периодичное состояние. Вот. И поэтому я решил, что, наверное, можно оттолкнуться от какого-то некого диапазона. Мне показалось, это пусть будет 10, и, 6, что ли, я решил.
Вот, да? И средняя получается 8, но я поставил 7. То есть Почему 7? 7? Потому что, мне кажется, 7... ну, то есть вообще яркость жизни как раз это что-то типа вытекающее из всех остальных сфер, мне показалось. Ну, то есть, как бы, то, насколько ты вообще, типа, ну, наслаждаешься всем, что у тебя происходит. Я так это воспринял. И поэтому, ну, пока везде не 10, вряд ли яркость жизни может быть 10. Карьера и работа, ты поставил 9. Ну, я думаю, тут, в принципе-то понятно все, что Да, ну, ты то в есть... целом-то реализован. Да, ну, то есть, если брать, ну, текущий период, очевидно, что... Ну, я тоже, как бы, много об этом думал и представлял, ну, вариант развития, ну, допустим, я там ничего больше не выиграю. Ну, стоит ли мне из этого расстраиваться? Ну, вряд ли. Как будто это, если я буду расстраиваться, то я уже офигел. Вот. И, ну, я поставил при этом 9. 9 же. Да, потому что нет предела совершенства. Ну, скорее, потому что я еще не уверен, что я, ну, с уверенностью могу сказать, что все, завершил карьеру. А не уверен, что завершил карьеру, потому что, как я уже сказал, на той ноте, ну, на которой закончился, ну, вот этот вот мой этап перед отпуском, я не уверен, что я хочу завершать карьеру. Но время покажет. Не, ну потом, может, ты еще на тренере выиграешь. Может, да. Это же тоже, по сути, к этому можно отнести. А может быть, ты вернешься еще и поиграешь. Да. Может быть, да. Ну, то есть масса То есть опций. я поэтому и поставил, да, 9. Еще вряд ли еще закончил с дотой. А вот, знаешь, мы с Мирой ванговали тебе тренерское будущее. Ты как сам вообще к этому относишься? Ты думал об этом? Да, я, конечно, думал. Я моделировал немного ситуации, как я это вижу. Пока что не могу с уверенностью сказать, что все получится, но я думаю, опять же, это из-за того, что не было опыта. Это нужно начать, чтобы потом уже смотреть. Нужно просто начать, чтобы понимать, как там делать что лучше, по-другому. Ну, короче, уже с практикой будет приходить опыт и понимание, как что лучше делать. Но так чисто я представлял, конечно, да, у меня, я думаю, есть определенного рода способности. Огромный уже есть опыт игры в доту. Я там знаю все от и до. Есть даже просто есть желание делиться ну, своим опытом с игроками. Я там даже иногда представлял ситуацию, что я там беру себе какого-нибудь ученика, пытаюсь ему все свои знания влить, чтобы, ну, это как будто, как сказать, будет неправильно, если я с таким багажом знания просто перестану играть и ни с кем не попытаюсь этим поделиться. Совершенно верно. Мне Вот. кажется, знаешь как, глядя на тебя и даже вспоминая там, твои слова сегодняшние о том, что ты не брал отпуск, потому что пришли новые молодые ребята, и ты почувствовал второе дыхание, то есть я понимаю, что в тебе внутри есть запрос на то, чтобы делиться, на то, чтобы там каким-то менторством заниматься. И мне кажется, ты сам получаешь много какой-то отдачи морально для самого себя от того, что там ты можешь чем-то делиться и как-то кого-то Ну да, наставлять. это как некий такой элемент воспитания, даже отчасти. Вот. То есть это точно мне интересно. Личностное развитие. 7. Я помню период, как раз после расставания, когда у меня появилось намного больше свободного времени, можно сказать так, да? Вот. То есть, и я, ну, реально думал, чем вообще заниматься, на что это время тратить. И я лишь как-то наткнулся на различного рода видосы, которые там, не знаю, там учат правильно дышать, что тебе дает дыхание, там, как обстановка в доме влияет вообще на твое мышление. Вот в области тьмы смотрела, вот там же чувак... Мы вместе с тобой смотрели, Да, мы пересматривали с тобой пересматривали, вместе. да. Там еще и мага, по-моему, был. И мага там Да. был. И там же что было? Он когда таблетку бахнул, он первым делом, что сделал, это убрался у себя в комнате. И мне попался видос, как это действительно все влияет на вообще твое мышление и образ мыслей. И меня это реально так зацепило, вот прям, ну, заинтересовало. Я там даже что-то наткнулся на видос, насколько там зарядка полезна. Я там начал даже зарядку делать, сколько неделю, может, я там Ты поделал. пошел к моему тренеру. Это было уже после того, как я восстановился, после травмы. А зарядку я, короче, делал до травмы, до того, как я получил вот эту травму у колена. И потом с гипсом ходил. Ну, очевидно, с гипсом я нифига никакую зарядку не поделаю, да вообще не до нее там было. И только когда я уже восстановился, у меня уже тот уже как бы заряд мотивации уже угас, а новую как бы и не появлялось, и у меня уже как-то другие проблемы начали больше беспокоить, и я в итоге немножко как бы на это все забил. Но в целом, как бы вот эта вот тема мне отчасти интересна, но я уже как-то немного все же по-другому к ней отношусь. Я не уверен, что это то, чем мне хочется как минимум сейчас заниматься. Можно отнести какие-то определенного рода ментальные проблемы,
вот этому... Я думаю, вполне. Вообще все, что ты хочешь, допустим, там, подтянуть, проработать, разобрать, я бы отнесла в категорию личностное развитие. Ну вот пусть будет так, да, что вот я думаю, есть определенные какие-то ментальные неразрешенные у меня моменты, вот. И отчасти там, возможно, какая-то работа с психологом. Я вот раз 5 уже приходил к тому, что мне хочется пообщаться с психологом. У меня было не так много экспириенса, но каждый раз, когда я это делал, я чувствовал какой-то некий толчок вот сразу. Какой-то, не импульс, а толчок вот именно в развитии в этом плане. Сейчас, как бы особенно, когда уже более-менее у меня свободный график, я смогу это как-то более-менее стабильно поддерживать, хочется вновь попробовать, посмотреть, как бы возможность есть, от меня не убудет. Просто посмотреть, что мне это сможет дать и как это на меня повлияет. И поэтому я думаю, там еще много над чем мне можно работать, как бы в этом плане, даже просто над своими мыслями, над своим самоощущением, вообще в мире, над какими-то даже комплексами я бы сюда отнес. То есть я как ни крути, у меня тоже есть своего рода комплексы, какие-то загоны, как ни крути, мне кажется, мне еще много над чем можно подумать и поработать. Ну что, мы подходим с тобой к финальной категории. Окружение. Ты поставил 9. Получается, ты доволен своим окружением? Да, вообще мне нравится практически все люди, да хотя на самом деле все люди, которые меня окружают, я ни про одного не могу сказать как-то что-то плохое. Все, с кем я общаюсь, все достаточно открыты, искренние, как-то образованные, развитые, по-своему сдержанные, умеренные. Короче, все окружение, которое я знаю, которое сейчас меня окружает, мне вот все нравится. Но почему я поставил 9? На самом деле даже не знаю точно, почему именно 9. У меня есть одно предположение. Какое? Почему может быть 9? Может быть, у тебя есть какой-то внутренний запрос, знаешь, на расширение своего круга общения. Потому что, наверное, подавляющее большинство людей в твоем кругу — это люди из индустрии. Да. И, наверное, тебе прикольно было бы как-то разнообразить свой вот круг общения с людьми из разных сфер, какие-то Вообще, люди, да. которые вообще не знают ничего там о том, что ты киберспортсмен или еще что-то такое. Вообще, да, ты на самом деле действительно права. Я вижу там, я постоянно там сижу на Твиче, смотрю на как бы людей из другой сферы. И на самом деле, да, действительно хотелось бы познакомиться просто с другими людьми, посмотреть вообще, как у них жизнь устроена, пообщаться. Вот даже вот это вот мой экспириенс там общения с рэперами, это было очень классно. И я там тоже понял, что есть свои классные люди. И вот мне там с какими-то стримерами тоже интересно было бы познакомиться, пообщаться. Там, может, еще с кем-то. Кто-то на ум так не прям кто-то еще приходит, не знаю, какие-нибудь миллиардеры еще было бы прикольно. Неплохо. Но их надо найти. Может быть, ты еще такое окружение вокруг себя создал, потому что подобное притягивается? Мы есть те, кто у нас окружает, грубо говоря. Это точно факт. Или там... Скажи мне, кто твой друг? Да, определенно. Это определенно так и есть. Если ты хочешь там, грубо говоря, тоже стать миллиардером, окружи себя миллиардерами, да? Когда ты последний раз играл в доту, и когда собираешься запустить ее снова? Последний раз я в доту играл на НТ. Серьезно? В обычный рейтинг, да. Я после только поиграл в доту там в кастом, типа 12 на 12, так, чисто по приколу немножко. А так, по сути, в рейтинг я играл последний раз на НТ. Скорее всего, запущу я ее вновь, когда зарегистрируюсь на каком-нибудь стриме с батлем. То есть нам ожидать? Определенно. В медичку врываемся. Вообще у меня есть какое-то желание, знаешь, стать немножко как бы самому себе хозяином. И я так представляю, что я такой, вот тут меня позвали на стриме с батл. Так, подходит ли это под мое расписание? В принципе, можно, да. Я вот тут как раз возвращаюсь в Мальдив, значит. Тут у меня психолог, тут у меня ФГДС. Да, определенно именно так. Так, здесь как раз вот эта процедурка будет. И вот тут как раз по расписанию подходит. Все, значит, вот тут буду участвовать. Потом, вот тут что? Вот тут какая-то еще активность меня позвали. В принципе, тоже вписывается в расписание можно. Комьюнити-каст с Никсом. Вот какие есть движухи. Мне вот это вот чуть интересно, просто как-то общаться, взаимодействовать, какие-то вот движухи. Но главное, чтобы самого желания было. То есть не так, что вот тебе сказали, ты делаешь. И у тебя как бы нет выбора, ты уже как бы адаптируешься, прогинаешься. Вот это играешь в команде, у тебя там зачастую нет выбора. Я действительно
не помню ни разу, чтобы я пропустил хотя бы один турнир по каким-то там своим причинам. Вот ни одного. То есть я могу там за многих других вспомнить, там какие-то турниры пропускали, какие-то отдых, там, не знаю, болезни. Я, блин, с гипсом просто ездил в этот Берлин, проебали там без шансов. Нет, почему но ты я ездил всё с равно этим? ездил. Ой, блин, это в было в Англии. Бирмингем. Бирмингем. Я Да. почему-то путаю с Берлином. Ну, в Берлине там тоже турнир, я помню, не очень был, но не суть. Бирмингем, короче, я ездил, но я все равно поехал. И типа всегда, несмотря ни на что, я вот реально не помню, чтобы я хотя бы один турнир пропустил. Вот реально. Ну, то есть ты представляешь? Ну, я желаю тебе в этом новом этапе твоей жизни все делать по любви и по желанию. Да. И спасибо тебе за эти 2 дня, которые мы провели вместе, и за то, что у тебя было это желание. Это было классно, спасибо, что позвала. Как всегда. Очень хорошо, Ярик, спасибо. Было классно. Друзья, а вам спасибо, что вы посмотрели этот большой выпуск. Я надеюсь, вам было интересно. Хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал Marple VLS, у Ярика есть телеграм-канал, рекламирую скорее. Он называется Мипошка. Мипошка через Q только вместо K, если я не ошибаюсь. Я обычно вообще Я не думаю, вы рекламирую. все знаете прекрасно Да, блин, ну название его что, канала. Мипошка, Телеграм, в Google вбиваете, я думаю, справитесь. Да, подписывайтесь во всевозможных соцсетях на Ярика, мы оставим все ссылки в описании. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, если вам было так же интересно, как и мне в процессе этих 2 дней. И что, напишите комментарий. Но мы будем ждать, получается, твоего возвращения по желанию Да. в медиаполе. Да. А пока отдыхай.